Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в эту страстную пятницу мы с вами хорошенько шумим. Шум — это проект, где мы с вами обсуждаем самое главное, самые яркие и самые шумные новости, посылы, заявления, мысли. В общем, вместе это означает, что, как всегда, ваше мнение здесь главное, поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях, о чем сегодня я предлагаю пошуметь, предлагайте свои темы для шумов. В сообществе YouTube можно в конце задать вопрос, заранее его оставив там. Также, конечно же, клуб зрителей Шелест, One Love, как там они все вот эти показывают, да, вот это типа сердечко, да, ну там модно сейчас. Спасибо большое, что подписываетесь в закрытый клуб. Точно так же, друзья, QR-код, который видите на экране, это возможность написать на экране в процессе эфира, никого не ждать. И чат трансляции подключим, естественно, в самом финале, для того, чтобы свои смыслы донести, да, пообсуждать что-нибудь. Естественно, друзья, «Колобок, куда мы катимся?» — это рубрика, которая есть в шуме, это ваша электронные короткие истории в электронном виде, в письме вы отправляете, и мы здесь обсуждаем всей нашей честной компании шума. Поэтому пишите, давайте общаться, давайте шуметь. Ну и традиционно начнем с игры в города. Кто откуда? Пишите, друзья. Значит, очень интересно, да, где шум слышно? Значит, Севастополь. Да, Севастополь слышно. Вот мне нравится, пишет Саша, где ты был? Помните, реклама такая: ты где был? Бегал, а почему футболка сухая и не пахнет? Здесь никуда не уходил, просто иногда уходят, знаете, нас с вами, разные технические возможности. Об этом тоже сегодня пошумим по поводу закрытия блокировок интернетов и всего прочего. Питер шумит, Волгоград смотрит, Гонцевич и Беларусь, Обнинск шумит, прекрасно, Одесса, Касансай на связи. Держево, значит, Москва на связи, спасибо, привет в Москву, Франция, Крианш, Братск на связи, Узбекистан, Ташкент, Астрахань, привет в Эмсдеттен, он тоже шумит, Нателла, значит, так, Одесса на шуме, это прекрасно, Бердянск, Кривбас здесь, Астраханская область, Ивановка, Кыргызстан шумит, Брянск, Белые берега, значит, Сочи, в Праге слышно шум, и Балашиха тоже шумит, Улан-Батор, Монголия, ух ты, значит, Караганда, где слышно шум? В Караганде, Орел, Новая Петровцы, Житомир шумит, Александр, Афины с вами всегда, Ленинапад, пролив Дрейка, шумный нынче, шумный. Значит, да, лишь бы не пролив имени Сталина. Новые Петровцы были, да, вам привет передал. Петропавловск, это тот, который... Петропавловка, извините. Я думал, Петропавловск-Камчатский, тот, которым всегда полночь. Одесса, Дюссельдорф шумят. Вот, Вилкавишкис, Литва. Спасибо большое, что и там слышите. Так, Нефтеюганск, много наших, Нефтеюганск. Привет, Алания, Николаев Тута, значит, Запорожье шумит, привет из Хайфи, Люберцы, Люберецкие. Друзья, пока пишите, откуда вы, я всех призываю в комментариях тоже, если смотрите в записях, не в чате трансляции, ибо чат закрыт, когда нет прямого эфира, но в комментариях напишите, это всегда украшает наши комментарии и делает шум особенно сильным. Значит, опрос сегодняшнего эфира такой: кто кого обманет, на ваш взгляд? И варианты. Опять-таки, я не беру здесь Израиль, вариантов может быть очень много. Но давайте в контексте двух войн. Иран обманет США, США обманет Иран, или Украина обманет Россию, а может, Россия обманет Украину? Голосуйте, друзья, в конце подведем итоги. Очень интересно, как вы развяжете эту логическую задачу. Вообще, конечно, события бьют ключом. Конечно, все мы сегодня не успеем даже рассмотреть, потому что заявления сыплятся как из рога изобилия, но тем не менее Киев шумит в темноте. Да, отключения вернулись, да, и завтра будут отключения. Антрацит в шуме, спасибо большое. Так, шум из Каменца-Подольска, спасибо за правду, спасибо и вам, что смотрите. Мытищи, Донецк шумим. Одессу с наступающим, да, это с наступающим праздником, во-первых, праздник, да, годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля, это сегодня. Во-вторых, конечно же, Пасха впереди. И Пасха, и хоть сегодня такое страстная пятница, хоть сегодня такое должно быть очень умиротворенное настроение, но все-таки по православному обычаю день, когда перевалил за 15:00,
Да, вот ближе к 16 все уже как бы считается другой день. Так что уже у нас Великая Суббота. Поэтому можем оторваться в комментариях в прямом эфире. Харьков, ХТЗ, Салтовка. Саша, приезжайте в Запорожье. Так я не могу заходить на территорию на военных кораблях. Ямал, да, малые кринжи. Привет из Паттайи. Ух ты, Наталья, привет и вам. США, Украина, да. Значит, Винница, как всегда. Парма, Италия. Ох, футбольная команда была такая резкая когда-то. Кировоград, всегда шумом, ровеньки шумят. Ферганская долина, Узбекистан. Привет вам, друзья. Пишите, откуда вы, конечно же. Дополняйте в шуме. Если смотрите в записи, давайте начинать. А начинать мы будем с человека Бу. Вот это вот правда, это же человек Бу. Он прям вышел и вот это сделал так вот бу всем патриотам. Буданов. Он вчера, сегодня пестрит, разбрасывает интервью. Зачем, спросите? Ну, чтобы компенсировать наипотужнейшего, который такими тонкими уколами вроде как демонстрирует, что мы за мир, но срывает его разными интервью, говоря о том, что да нет, мы по итогам войны хотим себе базы НАТО, да, мы, конечно, в рамках гарантии безопасности. Сначала, вот он же совсем недавно говорил, сначала гарантии безопасности, а потом вот все остальное. Но сейчас вот в рамках гарантии безопасности рассматривается все. Сейчас, кажется, учуяли нюх, перехватили какую-то повестку. Кремль молчит, Кремль методично, спокойно, не обращая внимания, скажем так, ну вот задумали они перемирие? Конечно, задумали заранее. Не знали об этом в Киеве? Да знали, конечно. Год назад какая была ситуация? Вот год назад все же были вот Трампом увлечены, все же были, собственно, в Дохах, Ермак там ходил, а тут они решили наперед сыграть. На 2 недели раньше пасхальное перемирие объявили, и сейчас так выглядит и представляют в Киеве так, что это типа Кремль согласился, Кремль пошел на поводу, представляете? Но о Буданове. Значит, Буданов всех очень и очень прогревает и готовит к неизбежному. Я вам кажу, ми зараз підійдемо знову до так званого тригерної події, яка буде вимагати від нас єдності. І от, на жаль, якщо цієї єдності не буде, може бути катастрофа. Навпаки, багато було випадків, коли ми мали ось тригерна подія, а єдності не було. Це призводило до величезних проблем. Можна назвати приклад? Не треба, бо було дуже, дуже сумно і неприємно. Да, не надо никаких примеров. Ну, все понимают, о каком примере идет речь. Речь идет о чуть больше 100 лет назад Украинской Народной Республике. Это эти примеры неоднократно, и даже сам Буданов говорил, по-моему, где-то в интервью, он много интервью раздавал. В общем, мы сейчас подходим к какой-то точке, где нужна будет едность, ну типа единство. Единство сейчас нужно. Вот помните, сейчас опять будут ныть по всем вот этим марафонистым и близким к офису президента, к власти каналам, что нам нужно объединяться, мы Украина украинское единое, мы такие единственно неповторимые, мы такие классные, давайте поддержим друг друга Зачем? Зачем? Да ясно зачем. Зеленский напугал всех в интервью о том, что апрель, май, июнь это будет прям критическая история. До августа это вообще тяжелейшее будет лето. Война будет ой-ой-ой-ой, ого-го какая. Он до этого, помните, несколько раз выходил, говорил, будут бить по водозаборам, будут бить по очистным сооружениям, оставят без воды, канализации. В общем, хавайся в жито, как выражаются. Однако, в этом есть определенная подоплека. Они примерно понимают, что Зеленский будет срывать вот эту всю историю. Соответственно, Буданов сейчас начинает это все как бы компенсировать, латать пробоины заранее, замазывать каким-то раствором, чтобы, не дай бог, не просочилось ничего. И начинает нас всех призывать к тому, что вот-вот, все потерпите, чуть-чуть. Сейчас все закончится. Блумберг так и написали. Слушайте, Буданов Блумбергу сказал, да, все, конец, финита ля комедия. И к этому концу всех как бы и подводят. В каком случае? В случае, естественно, успеха американцев в Иране. Но про Иран мы потом отдельно поговорим. Там тоже есть что, собственно, отметить и сказать, и о чем пошуметь. Однако все видят, что тема Украины с приглашенными Кушнером и Уиткофом, а чё б в Венсу не приехать? После Пасхи. Ну вот, да, это ж на следующей неделе приезжает Кушнер, Уиткоф, они переговорщики. Но если на как бы таком троне триумфатора
окажется Венс, он прям светится, его готовят по итогам переговоров в Пакистане, что, значит, Кушнер, Витков, а кто они такие, мол, какой мандат имеют, просто спецпосланники, представители. Причем до сих пор в украинских медиа, экспертах они там судачат, а кто такой Витков, кто такой Кушнер, кореша, друзья, но нет официального статуса, нет вот этого. А Венс это, елки-палки, второй человек, второй после Бога в Америке, поэтому с ним и будет шанс на нормальную договоренность. Представляем, договариваются по Ирану, и тут приезжают Кушнер и Уитков в Киев. Их же так давно ждали. Зеленский говорит, ну вы понимаете, они просто ездили очень часто в Москву, кушали по секундчике, а вот непосредственно в Киев не побывали. Мы б и на гитаре позволили сыграть, как Блинкину, и покормили бы то в пиццерии, то к Клопотенку подвели, он бы там пятаки нажарил свиные, или какие-нибудь там, не знаю, грушу какую-нибудь в карамели, такое украинское блюдо, сделал бы какой-нибудь там, не знаю, борщ нетрадиционный, поэтому давайте, приезжайте к нам. И тут приезжает Венс. И вот это уже совсем другой коленкор. Это многие сейчас уже смотрят, наблюдают за происходящим. Будет визит принуждения, капитального принуждения. А что нужно во время принуждения? Единство. Вокруг чего? Вокруг поражения? Конечно. Нет, вокруг Зеленского, потому что Зеленский выйдет, скажет, я добился, я победил. Он сейчас обставляет эту победу как нечто такое специфическое. Выходит, говорит, знаете что? Путин говорит, что он, то есть буквально позавчера мы в шуме тоже были, что Путин должен и хочет захватить Харьков, Днепр. Это нам рассказывал Зеленский, а сейчас говорит, нет, он не может захватить, ни Донбасс не может захватить, ему там нужно 300 тысяч миллион жизней. И вообще то, что он говорит нашим партнерам, это кому интересно? США партнеры или не партнеры, еще непонятно. Как-то он им неправду говорит. Зеленский сидит и рассказывает, что Путин партнерам говорит неправду. А на самом деле у него ничего не получается. И вот это выпячивание, вот этот фиговый листок поражения нам предлагают объединяться всем вокруг него. Прогиба, поражения, выпячиваются сейчас все, вылазят абсолютные разные спецоперации против России, в том числе и с британским акцентом. Один Мурманск чего стоит? Вот это вот ваши подлодные лодки как бы идут и уничтожают кабеля, но мы вас предупреждаем. То есть, понимаете? Британцы взялись за раскачку ситуации. Конечно, дровишек подбрасывает запреты на интернет и все прочее, но тем не менее. Однако до силовой фазы противостояния дойти очень и очень сложно. Правительство Британии запретило своему флоту брать на абордаж российские суда, несмотря на обещание Стармера 2 недели назад взяться за танкеры и арестовывать их, передает The Telegraph. Пока Королевский военно-морской флот Британии не задержал ни одного подсанкционного российского танкера, теневому флоту, который сопровождается российским кораблем, недавно позволили пройти через Ла-Манш. Интересный какой корабль, о котором совсем недавно рассказывал Бровди, он же Мадяр. Я просто Бровди повторяю, потому что, чтобы не перепутали с Орбанским Мадяром, может, мы и забудем фамилию Мадяр через какое-то время, буквально там 13 числа. Не суть. Значит, генеральный прокурор Британии подготовил юридическое заключение, что такие суда могут быть взяты на абордаж спецназом, офицерами. Однако, такие операции не проводились из-за юридических барьеров международного морского права. На высадке на иностранное судно чиновники должны были представить юридические обоснования, конкретное судно уклонилось от британских санкций, британские военные недавно собрали представителей стран-союзников по Объединенному экспедиционному корпусу для обсуждения правовой составляющей действий, а нет этой правовой составляющей действий, это пиратство. Пиратство. Именно оно и именно так это, собственно, и выглядит. Плюс, естественно, и, конечно же, и как всегда, давайте честно, собственно, санкции отменяются потихонечку, полигонечку на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Будут продлены отмененные санкции против российской нефти.
там 11 числа все вроде заканчивается, но, судя по всему, будут продлять. Вообще, Трамп говорит, выходит с постом вечером, ну, по нашему часовому поясу, говорит, будет глобальная перезагрузка. Это означает, что он вроде как договорится с Ираном, договорится, правда, буквально через пару часов, но у него надо забирать, наверное, эти там телефоны или там ну, в общем, делать вид, что публиковать, если ему там кто-то публикует, какой-то CMM-щик или какой-то пресс-секретарь или кто-то помощник, но не публиковать. Но он тут же там, скажем так, высказывается грозно о том, что вот, эти иранцы, у них нет карт, они там все проиграли. Единственное, что почему с ними мы вообще идем на переговоры, потому что у них есть морские пути. Армупс и, конечно, товарищи хуситы могут перекрыть Красное море. На фоне этого всего, как бы ситуация с точки зрения денег, которые считает западная пресса, для Путина вполне себе приемлемая, даже лучше. Цены на, например, дизель не падают мировые. Да, там с нефтью, конечно, есть просадка. Есть даже, естественно, выигравшие со стороны Трампа на фондовых биржах там, закупы по неимоверным количествам, сотнями миллионов долларов, на понижение играют, ставят, потом зарабатывают проценты. Однако, это отдельная история. Другая история — это то, что внутри нужно в этот момент условного там потока денег за счет вот этой ситуации того, что Трамп наломал дров в Иране и на Ближнем Востоке, нужно каким-то образом шатнуть внутри Путина. И вы знаете, шатнуть как бы удается. Сегодня в ЦИОМ опубликовал рейтинг, и этот рейтинг упал. Значит, сожгли этот рейтинг до менее чем 70%. Это прям, ну, на самом деле в политике это обалденный рейтинг. Обалденный. Особенно там по меркам Украины, так вообще. Да, по меркам Европы тоже. Но сожгли его исключительно внутряночкой. Махами, максами сожгли вот этими ужасающими, скажем, как бы развалинами интернета, блокировками Телеграма и всего-всего прочего. Причем интересно, что этот там Телеграм, который он заблокирован, это же прям эксперименты проводятся. Причем сейчас мнения в сети, они, если честно, разделились. Одни говорят о том, что, в общем, это товарищи, которые российские айтишники, позаходили на черновики сообщений, сейчас скрины эти публикуются, верить им или не верить, мне сказать сложно, однако есть такие определенные затыки с черновиками, когда ты публикуешь что-то на канал, оно постоянно у тебя вылазит, поэтому скрины эти, в общем, в этом облаке черновиков есть какая-то проблема. Но сегодня товарищи из Роскомнадзора и их, как говорится, технический блок прям чуть ли на 95% не положили Telegram. Кремль не только добивает сам Telegram, но и перекрывает VPN, прокси, чтобы у людей не оставалось способов обойти блокировку. Вообще, конечно, вот эта блокировка, этот VPN и... Ну, в общем, обходится все, люди привыкают, люди примерно понимают, знают, что с этим делать, каким образом взаимодействовать, нужно менять чаще VPN или вот этот сервер, если там без VPN, но это явно как бы напрягает. Это явно напрягает, я не говорю там о последствиях для фронта, всем уже рассказывают, что есть там свои аналоги, все уже рассказывают о том, что да нет, Илон Маск со своим Старлинком отдыхает, запустили свою некую связь. Не буду с этим спорить, но Telegram есть на передовой, и его блокируют. Есть еще другая история. Кто-то начинает скачивать там какие-то турецкий мессенджер. И это тоже странно, потому что турецкий мессенджер, Турция страна НАТО, это же как бы враги. Но тем не менее, это прям действительно большая проблема. Вместе с этим как-то шатается внутри информационная сфера. Москва 24, как говорится, порадовала сегодня.
Так и написали. Украина будет придерживаться пасхального перемирия, заявил Зеленский, и с формулировочкой «киевский лидер», в общем, выкатили новость о том, что назвал прекращение огня реальным движением в сторону мира и намекнул, что у России есть шанс не вернуться к ударам после Пасхи. Шанс. Он не получка, не аванс. Но это если по смыслу заявления Зеленского, он действительно так сказал. А вот киевский лидер, ну, как бы резануло ухо многим. В смысле, Собянинская, Москва-24 такое пишет. Ну, правда, они, по-моему, через пару часов исправили. Конечно, лютую зраду из этого я бы не делал. Понятно, что точно какие-то студенты, копирайтеры чего-то куда-то скопировали с одной новости, преимущественно западной, потому что это на Западе называют Зеленского лидер. Лидер. Если очень быстро говорить слово «лидер», получится очень интересное слово, но они не называют, там, называют его президентом, но вот более-менее такие, как бы старающиеся нейтрально, как бы вот сфокусированно, предпочитают слово «лидер», потому что понятно, что проблемы с легитимностью, однако лидер же, ну лидер, чё все возбудились, но как-то уж очень низкопоклонно выглядит. На фоне отключения интернета это вообще выглядит как-то сумасбродно. То есть все учуяли смену какой-то повестки. Ну а по поводу VPN-ов и постоянных смен VPN-ов или там покупок VPN-ов, это, конечно, ходят мемы совершенно разные. 2020 год. Нельзя купить маску пойти без маски. 2026. Нельзя оплатить VPN без VPN. Слушайте, а правда народная мудрость? И как ты купишь VPN без VPN? Но некоторым он все-таки разрешен. Ну, опять-таки, что значит некоторым? Некоторым в России для бизнеса прям узаконили его. Официально запустили реестр разрешенных VPN. Через них можно обходить блокировки крупным компаниям, банкам, госструктурам. Речь не про обычные VPN, а про корпоративные системы. Доступ к зарубежным серверам идет через каналы, которые проходят фильтры Роскомнадзора. В список попали около 16 компаний, и их оборудование проверила ФСБ, и все работает на российской криптографии, встроено в защищенные сети. Короче, бизнесу можно, народу нельзя. Кто это делает, чтобы подставлять так рейтинг Путина, вообще непонятно. Абсолютно непонятно. В то время как любой другой народ просто вообще куражится с этими доступными функциями практически везде через мобильный интернет. Вот такая шутяга. Ее тоже гуляет в интернете, сейчас тоже можно о нем пошуметь. Ведь берешь Apple Watch, как бы цепляешь на руль, и вот он тебе твой навигатор. Удобно, чего? Но это когда все работает. С аккаунтами Apple и с другими, каких-то других странах. Зачем стрелять себе так в ногу? Многие задаются этим вопросом, ведь можно было как-то разумнее, как-то выборочнее, но не получается. Вернемся в Украину. И к Буданову, тот, который сделал Бу. Буданова называют человеком, который сопричастен к планирующимся, возможным, опять-таки, хотя, в принципе, все это секрет Паришинеля, судя по сайтам работы, я показывал их на прошлом шуме, возможным, так сказать, противостоянием в Венгрии, в том числе включая полусиловой, уличный толк. Буданов говорит: слушайте, да дадут нам деньги, успокойтесь, 90 миллиардов. Та от рано или виділять ж рано или поздно. Питання щодо інших переговорів, мається на увазі раніше 90 мільярдів, які ми всі дуже чекаємо, які теж наразі заблоковані і потребує переговорів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, цей переговорний процес з нашими сусідами, які рухають цю нашу допомогу, на якому етапі зараз? Що вам відомо, можливо, теж можемо чомусь чекати доброго після Пасхи? Ви розумієте, що питання 90 мільярдного виділення 90 мільярдного кредиту, фактично виділення по рішення про це відбулося. Це питання перемовин з багатьма учасниками, не тільки гроші. Це все, що я обсягаю з цього приводу, і цим тут це стриває. Цим дуже важке це так, максимально складно. Але думаю, що ми знайдемо рішення. Можливо, не просте. Можете привідкрити слова, які є на підставі? Поки йде перемовний процес, це зробить передпосилки до зриву.
уточню, щодо цього переговорного процесу і, власне, наших сусідів, ну, про яких ми майже завжди всі говоримо, чи є можливість протидіяти їм з боку, і хто більше має на це працювати, наші європейські партнери чи ми самі? Я скажу вам свою суб'єктивну думку, що наші проблеми – це наші проблеми, перш за все. І тому якщо ми не будемо працювати, я далекий від відчуття, що хтось за нас зробить роботу. То есть он, в принципе, подтвердил вот эти все, ну, скажем так, полуофициальные, полуприкрытые варианты информации, что да, наши проблемы надо решать самим. Ну и, конечно, они же, видите, Венгрию обходят стороной. Я вообще очень удивлен, что это за тенденция последних 2 дней. Вчера, значит, Зеленский по Закарпатью гулял с венграми, местными, имеется в виду, общался. И как-то так, в общем, без Орбана, без критики, без живота, без вот этих всех наездов, без хамства. Хотя тут сам повод. Повод же есть. Вот выборы 12 числа. Но, видимо, Венс, появившийся за плечами, ну, за спиной Орбана, немножко как бы подкорректировал планы. Буданов говорит, наши проблемы надо решать, но 90 миллиардов, конечно, выделят. Проблема не только в Венгрии, не только в этой стране, да, а проблема вообще в разных странах, поэтому надо решать, на европейцев не надеяться, но деньги дадут, дадут. Ну, а что бывает с деньгами? Ой, и с людьми, которые за них отвечают, в принципе, демонстрируют вот это замечательное вчерашнее видео с футбола матча Шахтера. Ой, а кто это сзади Ахметова? А кто это? Так это же он, бывший первый помощник Зеленского, того, которого расстреливали. Помните, когда Зеленский был на Генассамблее, говорит, я срочно выезжаю назад, моего друга стреляли. Ну, лепили тогда, так, в самом начале президентства Зеленского, такую себе бригаду. Нормально выехал, все хорошо, с Ахметовым на стадионе, на футболе. Отлично все у него. Про самого, ну, как бы, Шефира известно только то, что он просто взял и ушел. Но он отвечал как раз-таки за коммуникацию офиса на первых порах, вот с самого начала, офиса и олигархов. Ну, сейчас мы понимаем, что вряд ли олигархов, но олигарха точно. Смотрите, посмеивается, посмеивается. То есть ежу понятно, что яхты, которые братьям Шеферам, о которых писала пресса, которые там покупались, кошельки, близкие отношения, темы, мутки, сделки, теперь вот с кем? Непотопляемый Ахметов. Непотопляемый авианосец Ренат Ахметов. Правда, часы у него дешевенькие, конечно. Это вот там таблоид украинский в интернете Харли Квинн нашли, что всего каких-то 85 тысяч долларов. Всего каких-то... Ну, это, наверное, просто забыл. Ну, или там не с такими уважаемыми людьми. Ну, опять-таки, футбол, футболисты. Что там те деньги? 85 тысяч долларов всего-навсего. У Усика и то дороже. То есть эти все мутки, это все Вась-Вась, эти все Миндичи, эти все друзья-товарищи, которых он выводит из игры. Если посмотреть список корешей из «Квартала», Шефиров, которые там продюсировали с ним «Сваты», «Лигу смеху», всякие сериалы и все остальное. То есть даже если посмотреть, это прям люди, которые прошли с ним путь, они были вовремя убраны, вовремя отставлены, но не потерялись. Не потерялись, потому что... Почему? Потому что это же, ну как, это же друзья, это же самое, что ни на есть. И он до сих пор продолжает с Ахметовым, так сказать, который Ахметов, я напомню, заведует энергетикой. А отключения уже идут. А эксперты предсказывают, что лето будет просто такая же, как и зима история. Не хватать электричества. Все это будет. Они в одном кубле. Они друг за друга.
А что рассказывал нам когда-то, помните? Помните, как пел Зеленский? Помните, как пел кандидат Зеленский? Не вижу преград, сделаю все, что могу. Приведу умных людей. Не справлюсь, уйду. Представляете? Умных людей он приведет. Привел. Ну, он возле Ахметова умный человек. Бывший первый помощник президента Зеленский. Не справлюсь, уйду. И гораздо моложе, чем сейчас Соня Кошкина, как-то так обалдела от этой фразы. Да все тогда обалдели. Какой честный был. Если я не справлюсь с президентством, я уйду, говорил Зеленский. Поэтому иду на 5 лет. Поэтому и предлагаю один из первых законов, закон про импичмент. Мы много спорили с ребятами. Да подожди, какой закон про 5 лет? Ограничения. О чем ты говоришь? А вдруг получится? Нет. Нельзя в нашей стране, пока в Украине, в нашей родной стране, в Украине, нельзя давать возможность никому на первом сроке, во время первого срока, думать, что ты будешь делать дальше, через 5 лет. Работай сейчас, здесь и сейчас, твори историю, делай все, что можешь. Вот так вот, здесь и сейчас. Не надо думать про второй срок. А правда, если у тебя первый бесконечный, зачем про второй думать? Ну правда же. Но это же вот оно, что не разглядели тогда. Шефира с Ахметовым на футболе. Браво, брависсимо, тот, который олигархов хотел победить. Именно он нам вот это все рассказывал. А где украинцы? Ну, а украинцы воюют. И Буданова спрашивают, говорят, подождите, ну вот смотрите, тут прошла новость, что опередили россиян по количеству запусков дальнобойных дронов, мы такие мощные. Ну вообще сейчас рассказывают же, всем ездят по ушам и говорят, что роботы будут воевать. Роботов-гуманоидов опробуют там на передовой. Вот эти наземные комплексы роботизированные, которые ездят вот это вот и воюют за тебя. Они и стрелять могут, и привезти, и увезти, и боекомплект, и вообще все, что хочешь. Правда, Буданов какой-то, ну вот какой-то не такой. Как-то вот он не в этой повестке. Росія щомісяця несе великі втрати в особовому складі. Ми навозилися цих 30-35, наші стратегічні НАТО 50 тисяч в місяць, наскільки ми далекі від війни. Ви ж назвали цифру. Але до 50 тисяч нам потрібно що? Більша кількість дронів? Я, ви знаєте, мабуть, не є фанатом ідеї, що дрони зроблять всю війну за нас, і, вибачте, без людей війни не виграються. Без людей війни програються, таке є. Але щоб виграти, так не буває. Так не бывает. Без людей войны не выигрываются. Так они выиграть войну хотят, вы же понимаете? Вы думаете, зачем вот эта вся пусификация, этот весь ужас? Они войну хотят выиграть. А без людей не получится выиграть. Выигрывают войну. Зеленский, он выходит сегодня, ну такого нагородил в западной прессе. Говорит, значит, мы уничтожаем в месяц сейчас ровно столько, откуда эти 50 тысяч, вот этот Федоров этот нарисовали, он в Давос возил эту цифру. Это типа россияне там 35, там 30, 35, вот туда до 40, в общем, ну когда как, набирают новобранцев по контракту у себя, добровольцев. Нет, понятно, что там есть частичный призыв, но тоже по желанию. Если у тебя специальность, тебе, конечно, предлагают. Где-то более настойчиво, где-то менее настойчиво, но это абсолютно не сравнить, как с Украиной. Если там только отслужил, тебе тоже предлагают. После 18 лет, имеется в виду, пошел в армию, отслужил свои 1,5 года и говорят, давай, подписывай контракт. Предлагают эти контракты, и СВО контракты, и вообще с армией российской предлагают контракты. Где-то больше, где-то меньше, но предлагают, не запихивают в бус. Потому что без людей войну не выиграть. Вроде прописная истина, но в украинских пабликах это забыли. Украинцы говорят, нет, у нас дроны, роботы, мы там будем сидеть непонятно где и руководить. Сидеть и руководить какими-то там беспилотниками. Гребут ровно поэтому, что без людей не будет этих роботов, не будет ничего. А план мінімальний, він існує. Мінімальний по кількості людей, які мають зайти для того, щоб щоб підтримувалось, як то кажуть, підтримувати фронт. То есть ты получил по почкам
задули тебе глаза газом, чтобы поддерживать фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому, якщо люди не йдуть, їх прийдеться призивати, як то кажуть. І це все буде продовжитись до того часу, допоки буде тривати війна. Пока будет война, будет бусификация. Все четко, коротко и ясно. Бусификация, пока война. Но война ж скоро закончится, надо потерпеть еще немножко. Если прячетесь, попрячьтесь еще чуть-чуть. Хотя, что там попрячьтесь? Все. В школах, в вузах, везде. Все будут проходить военную подготовку. Мальчики, девочки, плевать. Сегодня Зеленский подписал этот закон. Все под ружье. Огромная ЧВК Украина готова к тому, чтобы воспроизводиться через будущее поколение. Бусификация будет продолжаться. Отдельные депутаты, правда, выступают против. Даю гарантію, що мало хто з тих, які відповідають в таких опитуваннях, що вони готові доєднатися, реально готові доєднатися. Якби це було, напиши заяву одразу, що ти готовий по першому виклику приєднатися, це була б інша вже статистика. Это Мазурашу, слуга народа. Он комментирует историю, ну, там, с разными соцопросами, сколько готовы присоединиться к ВСУ, сколько не готовы, там разные возрасты. Процент всегда высокий, жирненький процент, что вроде как все готовы. Буданов смеялся сегодня тоже в одном из эпизодов интервью, РБК, по-моему. Говорит, слушайте, а как так получается? Все как бы готовы, никто не идет и бегают от ТЦК, и приходится ловить их. То есть готовы, не готовы. Ну, Це просто умовно, так знаєте, диванні експерти, або там чим далі від зони бойових дій. За кордоном взагалі величезна мотивація, вони готові до останнього воювати за кожен метр, жодної метри не віддамо. Але конечно, этот Западный фронт готов воевать до последнего, до границ 91 года. Как это? Последнего деда в последнем селе. вони там Варшава, Брюссель і тому подібне. Тому якби ці цифри треба прив'язувати опитування до, скажи, якщо готовий, будь ласка. І, до речі, я б сказав, що і в парламенті, особливо це стосується, зрозуміло, чоловічої частини парламенту, якщо ти підтримуєш бусифікацію, підтримуєш рабовласницькі підходи, зловити, схапати, все, закинути, ти мусиш служити, мусиш воювати. Тоді, будь ласка, складай мандат, іди теж. І, до речі, було б добре, щоб не одразу піти добровольцем, раз ти не зробив дотепер, як зробили деякі колеги з парламенту, бо є у нас і добровольці, які брали участь в бойових діях, то, будь ласка, склади мандат, походи так навіть для експерименту, щоб ти показав виборцям, що от дивіться, я вислав, пішов, прогулявся, я покажу місця, Чернівці, Одеса, Львів, там, де можна в Харків походити, щоб зловили, зіграйте роль, скажіть там, я не готовий, хай вас там скрутять, пройдіть через це пекло, яке ви підтримували в парламенті. І тоді, після того, з передової скажіть, от я тут в окопі, я захищаю вітчизну, ідемте зі мною разом захищати. А Ну, понятное дело, что так никто не сделает. Это все, конечно, такая, ну, болтология, но тем не менее. То есть депутаты поддерживают, пытаются улучшить мобилизацию, поддерживают, наоборот, осуждают людей, которые сопротивляются вот этим методам ТЦКшников жутким. Сопротивляются, их осуждают. Понимаете? Но почему-то мандаты не отдают и не идут на фронт. Замок на Верховной Раде никто не повесил, и все не пошли в окопы. Чего так? Почему? Странно ведь, правда? И вообще мы мечемся между какими-то двумя реальностями, потому что депутаты вот рассказывают про рабовладельческий строй отдельные, там призывают своих коллег, если нет работы, так иди, походи просто без корочки, походи без корочки депутатской или какой-нибудь там чиновничей по улицам, тебя поймают обязательно. Другие говорят, слушайте, так вообще никого не ловят. Вон тут есть такой ветеран, особо рьяный в телевизионных эфирах, Симороз, говорит, слушайте, кафе забиты, рестораны забиты, все забито. О какой бусификации, о какой тотальной вот этой чистке и вот там людоловстве вы говорите? І в такій великій війні має бути максимально якби справедливий підхід до мобілізації. Я його не вбачаю. Я би хотів би, щоб про це говорили наші народні депутати. Говорили про те, як сшивати країну. Сшивать страну. То есть ТЦК ее будет разрывать, а депутаты должны сшивать. А ветеран что будет делать? Правильно, сидеть, поучать. И говорить, я ж ветеран. Як робити все для того, щоб люди більше вірили. І, наприклад, якщо ми говоримо там про нас, як про ветеранську спільноту, і ми говорили, що моїм побратимам треба ротація, і послухайте, і мобілізація для всіх. Зараз я це сказати не можу, мобілізація зараз не для всіх. Подивіться, вийдіть на вулиці міста Києва. Ресторани забиті, мажорчики на БМВ їздять з білими квитками, живуть припіваючи. Тому, знаєте, хто на вулиці буде займатися оповіщенням, це вже технічна історія. Вона точно, я вам скажу, що вона точно не є основною проблематикою.
Вообще все равно. Вот это вот вцепились в эти избиения, эти там женщины бросаются, вот это. Это вообще, это все, это не главное. Не главное. А что главное? Основна проблематика це як вчити суспільство, як мобілізацію все-таки змінити в першу чергу в бік справедливості і сказати, що у нас мобілізація для всіх, і вона є справедливою. Справедливой мобилизация. Надо справедливую мобилизацию. Вот это же будет совсем другое дело. Ну, чтобы залетели и, ну, там, скрутили половину помощников Верховной Рады или какого-нибудь там аппарата. Залетели и там каким-нибудь справедливым бизнес какой-нибудь, допустим, пощемили. Вот это будет справедливо. А ты что? Ты богатый, значит, ты откупишься? Нет. Корочка у тебя есть чиновничья? Нет. Зараз цього немає, тому чесно, якщо ми просто змінимо там, дамо більше прав поліції, ТЦК буде менше ходити на вулиці, ну нічого не змінить. Люди як і будуть чинити там або опір, або не сприймати мобілізацію, так і продовжують. Тому що є ключові, критичні, втрачені моменти, є ряд помилок з боку органів державної влади. Каких органов? Какой власти? Какие ошибки? Самая главная ошибка, что это не пресекли, когда это все начиналось. Когда от того, чтобы просто встретить тебя на улице, выписать тебе повестку и сказать «здоровья обожаю, приезжаешь там тогда-то, тогда-то», вот начинали поднимать руки, начинали блокировать, начинали тянуть за ноги. Какая ошибка? Які призвели зараз до всіх цих речей, що у нас є ці от проблеми на вулицях і так далі. А є, звісно, і ті особи, які це роблять, ну, вони прямо не хочуть захищати державу, так, і там нічого не зміниться, навіть якщо умови змінити. Але, як на мене, більшість людей хочуть цієї адекватності, хочуть цієї справедливості і так далі, і треба про це говорити. А поліція на вулиці – це технічна річ уже, виконання, по суті, тих речей, які зараз у нас. Ну, это все полиция, там, это будет ТЦК, какая разница? Надо, чтобы справедливо было. Пришли к тебе, чтобы там невозможно было откупиться от мобилизации, чтобы невозможно было... Еще уж так честно уже невозможно откупиться. А чего откупаться? Ну, там есть у тебя бронь, легальная, не купленная, но все равно ты должен ее купить. Подтверди, так сказать. А, не за что купить. Ну, все, вперед в окоп. 3 детей, да какая разница, получай по голове. Все справедливо, получают все. Депутата вон какого-то недавно приняли. Не узнали. Ну, там же просто разные есть депутаты, а кто их вообще знает в лицо? Он потом люто там высказывался по этому поводу. Справедливость, она же разная. Некоторые считают, что и женщин надо мобилизовать. А что, все, страна огромная, все женщины, мужчины, дети, собаки, кошки, все на фронт. Все для победы. Ну и депутаты, понятное дело, и там все должны быть на фронте. Все. Вперед, так сказать, отвоевывать границы 91 года. А цель какая? Границы 91 года уже нет, все это понимают. Зеленский вон о перемирии, стоим, где стоим. То есть ради того, чтобы стоим, где стоим, все должны идти. Но все-то не пойдут. И вот эти сопли, которые жуют всякие там ветераны по эфирам разных телеканалов или разных там марафонов, простите, пожалуйста, наматывайте их дальше себе. И, ну, цель какая в войне? Какая цель? Сокрушить врага? Разорвать, порвать Россию? Окей, собирай всех под этим флагом. Не собирается. Границы 91 года не собираются. Потому что эта война идет за деньги Зеленского. Но у него все схвачено. У него очень классный, мощный, или, как правильно говорить, потужный министр обороны, который, вот сегодня был как бы час вопросов правительству, который все просто разрулил. Все. Харьков. Задают вопросы депутаты. Острый вопрос министру обороны. Харьков. Женщина. Приняли, посадили в машину, повезли в ТЦК. У нее в реестре светится, что она военнообязанная. Ошибка, говорит. Исправим. Дякую за питання. Я б додав про питання про випадки з жінками, які відбулися. Я особисто в цьому питанні розбирався. Це була проблема технічна. А что вообще происходит со спутницей Федорова? Вот смотрите, он говорит, я разбирался в этом вопросе, там все а что с ней? Ну, то есть тут же тоже очень интересно. Смотрите, речь идет о женской мобилизации. Вопрос звучит четко. Женщину схватили,
Он говорит, Федоров сейчас продолжает вещать, но мы смотрим на нее. На боці Харківського ТЦК на жодну жінку не накладений штраф, всі зняти обмеження, розшуки. І зараз я поставив задачу зробити Что с тобой? Что такое? Пятница началась в четверг? Что такое? Чистый четверг отмечали? В баню ходила? всі технічні запобіжники для того, щоб подібних історій більше не було, і не було людського фактору, від якого можуть з'являтися взагалі такі ситуації на боці будь-якого з ТЦК. Вопрос очень серьезный, мы его поднимали тоже в шуме. То есть Федоров говорит, мы все сделали, сейчас проработаем, дал задание, всех там, ну, не сказал только, что я всех накажу. Ну, как бы, надо было еще сказать, что всех накажу. Потому что говорят, что это пририсовывают просто для статистики. Берут там женщину, меняют М на Ж, М на Жо меняют, или там М на Ч, человек, типа, и все, и нормально. Но что с реакцией? Это ей так интересна эта тема в ложе правительства? Это их истинное отношение ко всей этой пурге, а не мыслями где-то там или в прекрасном там ресторане вчера или в будущем походе покрасками. Ну, а какие там покраски яиц? В каком-нибудь там крутой супермаркет, чтобы купить корзинку за 15 тысяч гривен себе и, в общем-то, прийти там в гости, куда, кто, что. Вот у них о чем. А женская мобилизация, она сидит, думает. Что с лицом, что с руками? Ты кто? Ты кто? Ну почему никто не подойдет и не даст ей указкой по рукам? А, это было модно в школе. И в той, и плохой школе. Камеры снимают. Все тиражируют. Ответил Федоров на женскую. Сидит рядом с ним. По левую руку. И вот это. Как же вы достали, эти депутаты, своими вопросами. Все. То есть, вот оно, лицо нашей власти. Измученное Нарзаном. Сегодня параллельно с этим появилась информация в «Ля антидипломатико». Значит, украинских ПВОшников попросили на выход из стран залива. Украинские специалисты по противовоздушной обороне покинули страны Ближнего Востока после отказа от предложенного Киевом сотрудничества, сообщило это издание. Ну, там едкий тон, там вспоминают Ельцина, Шушкевича после распада СССР, типа Кравчука. Короче, однажды сказал, что если бы у Украины было ядерное оружие, то это было бы как обезьяна с гранатой. Ни один человек это не понял настолько, что, например, после «нет, спасибо» на предложение Зеленского экспортировать украинские компетенции в Персидский залив, даже шейхи попросили уйти. Значит, Киев сумел добиться того, что... Ну, почему уйти? Потому что там было 3 каких-то места, которые они охраняли, и, в общем, туда был прилет иранский, 21 специалист не вернулся домой на своих ногах. Опять-таки, статья хлесткая, статья такая саркастическая, она есть, действительно, это правда. Ни на что не ссылаются, но это правда. То есть мы не можем как бы сканировать по этой статье. Ну, издание тоже такое очень, ну, такое едкое, такое броское. Мы не можем четко сказать, что, в общем, действительно шейхи сказали пока-пока, но это издание находит для своей аудитории вот такую реальность и демонстрирует ее. То есть правда или неправда, что типа прогнали шейхи украинских ПВОшников? Скорее всего, неправда. Но отношение к этому есть вот такое. И действительно гуляет много такой инсайдерской информации, что погибли все-таки ПВОшники во время одного из этих ударов. И сообщалось, я напомню, о 2 подобных ударов. То есть 1 удар и 2 удар. В 2 разных местах было скопление украинских вот этих ПВОшников. Ну, понятное дело, все сразу сказали, это фейк. И вообще это статья фейк в «Ля дипломатико». И вообще статья такая не требует, ну, собственно, какой-то такой серьезной оценки. То ли дело Associated Press, вот это издание, вот это я понимаю. Украинские военные сбивали
своими перехватчиками иранские шахеды в нескольких странах Ближнего Востока во время Иранской войны. Рассказал Зеленский. Речь шла не о тренировках или учениях, а о поддержке и создании современной системы ПВО, которая реально работает, говорит Зеленский. В обмен на это Украина получает, внимание, вооружение для защиты своей энергоинфраструктуры. Ну, то есть это Патриот, ПВО, скорее всего. Нефть. Нефть Украина получает. Дизельное топливо и какие-то финансовые, как это называется, преференции. Ну, почему тут, наверное, перевод, преференции, может, там как бы немножко коннотация другая, подтекст другой, но типа какие-то Зеленский получит в Дубайском банке финансовую преференцию, а там знаем, что у них счета, у них через фирмы, в том числе Оман, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Ну, то есть, понятно, за что защищают Дубайское небо и Персидский залив Зеленский. Как? За нефть, дизель, ПВО, обо всем договорились. Правда, дизель как растет, так и растет. А как доставлять этот дизель? Нефть получим, а на каком-то заводе переработаем из дружественной европейской страны и нам отправят? Ну, разве что так? То есть вы понимаете, какая это абсолютная афера? Абсолютнейшая. Причем очень интересно. Сегодня вышла Кая Каллас. Она вообще поражает в последнее время. Тут, наверное, что-то весна, во-первых, да, весной уже сильно пахнет, уже Пасха, после Пасхи будет серьезное потепление, ну, так всегда бывает. И, наверное, там как-то вот весеннее настроение, гормоны или там обострение какое-то. И она сначала говорила о том, что, слушайте, Трамп, елки-палки, Трамп, мы ж не просим тебя помогать по Украине нам, войска присылать. Что ты от нас просишь? И точно так же про Персидский залив. Почему Европа отбревает Персидский залив, а Зеленский туда лезет? Конечно, мы все можем делать больше. Но возникает вопрос. У нас есть и собственная зона безопасности в Европе. Война России против Украины продолжается уже 4 года. И мы не видим, чтобы страны Персидского залива нам там существенно помогали. Это не может быть улица с односторонним движением. Улица с односторонним движением, понимаете? Улица не может, баш на баш, рука руку моет. Вот так вот, друг за дружку. Вот таким образом. А в это время сегодня, это только один из примеров, их гораздо больше, Сумы. Сумы. Дрон прилетает в многоэтажку. Вот так вот, немножко сбоку последствия. Пока специалисты там, специалисты Зеленского. Одесса. Сегодня утром. Удар по хранилищу масла растительного. Пламя. Ужас. Прямое попадание. Конкретное попадание. Вот это масло вытекает из огромной трубы, и все теперь в масле. Замечательно. Дальше. Дроны охотятся на огневые группы. То есть Полтава, да, вот конкретно ищут эти пикапы, вот эти, на которые все скидывались, и атакуют их. Вот таким вот макаром. То есть вот все. Удар, последствия. Герань-2. Сегодня также опубликовали, собственно, Герань-5. Тоже все видели, какие последствия. Но Зеленский выходит и говорит, не-не-не, спокойно. У нас лучшие технологии. Мы можем сбивать Герань-5. Уже есть опыт, мы масштабируем его. То есть, как только что-то появляется, нужно обязательно выйти и сказать, что а мы лучше, а мы сможем. Ну вот же, пожалуйста, Каспийское море, да. Сегодня Генштаб вышел, говорит, буровые установки как бы ударили по 2 буровым установкам. Видео, как говорится, прилагается. Значит, о чем речь? Об ударе ледостойкой стационарной платформы
на буровой платформе месторождение имени Грейфера, бывшее название ракушечное, или достойкая стационарная платформа ЛСП-1 на буровой платформе месторождения имени Юрия Корчагина. Украина нанесла удар по этим в Каспийском море, по этим двум установкам, повредила их. Что теперь ожидать? Удара по Украине, правильно. Какого? Ну, конечно же, такого, который мы можем отбить. Естественно, а какого еще? Дальше. Украина также поражает нефть или как дизелепровод. Горело там видно было на 25 километров. Потом странные взрывы во Владикавказе. Взрыв, пожар. И, ну, в общем-то, разбираются, в чем дело. Но это был магазин пиротехники. Это такой салют. По перемирию пасхальному, видимо. Ну, вот, влетают зарядики, салютики. Неосторожность, подстава, диверсия. Никто не знает. Но вот так нам представляют эту войну. Смотрите, какое красивое видео. И вообще все очень красиво на войне. Буданова никто не слушает, что нужны люди. Слушають, ну, от, наприклад, депутата Костенка. Наскільки зараз все спростилось і все привелось до такого, знаєте, образу комп'ютерних ігр, що ти не зможеш відрізнити, якщо даси там 12-13-річному якомусь підлітку або 10-річному, вони зараз дуже добре з цим справляються, вони навіть можуть сидіти і ніколи не зрозуміють, що вони реально управляють реальним дроном на полі бою, тому що все от як в комп'ютерній грі. Ти знаходишся в Києві, сидиш. Представляете, сидишь в Киеве и воюешь. Вот это же мечта, вот это же классно. Сидишь там с дрончиком, тебе 13-18 лет и воюешь. А многие вот уши развесили, 13-18-летние, и ведутся на вот такое. Представляете, какая классная страна. Вот в России там же Мордор, там же вот это все, там нехорошие люди, там вот это Телеграм запрещают, что правда, ограничивают там всякие сервисы, негодяи. А вот в Украине же это страна свободы. Вот так и облапошили вчерашнего 17-летнего ребенка фактически, 18-летнего крымчанина. И он рассказывает, как он в Украину уехал. Ну, нет у Украины поддержки для крымчан. Потому что я вижу российскую пропаганду, я вижу давление со стороны родственников, друзей, и я не вижу украинские кейсы. Я буквально гуглю, типа, вот там, человек уехал с Крыма. Ни одного случая. Это пугало меня. То есть он долго ж думал, так, с Крыма уехать в Украину, нет. А там поддержки-то нет никакой. Ну какая поддержка? Наоборот, будут тебя в хвост и в гриву рассматривать под большим увеличительным стеклом. Отказался. А мне уже 1 октября нужно было явиться в военкомат окончательно. И был бы запрет на выезд. А я Ну то есть пацан ухилянт. Он бежал от российской армии, срочной армии. Он не хотел идти в российскую армию, потому что запугали, рассказали, что все, на СВО пойдешь, или там деды отмутузят, и контракт подпишешь. писал в консульство, волонтерам, всем-всем-всем. И мне говорят, тебе только ехать в Украину. Я был напуган, но я так подумал, что я лучше рискну и ошибусь, нежели просто побоюсь и буду жалеть всю жизнь. Вот он, смотрите как. Паспорт, родина-мать, приехал, добрался из Крыма, потому что Крым — это Кстати, Украина. как бы, пару моих знакомых, с которыми я до этого не общался практически, ну, типа, что да, вот я тоже проукраинский, типа, как ты это сделал? Я понимал, что меня будут обсуждать, что меня будут хейтить, что могут быть угрозы, но я понимал, что именно за счет этого, так или иначе, эта информация идет до тех, кому она нужна. Кто вот так же, как я, сомневается, и вот кто также увидел, что, типа, вот, да, он уехал, и повторит это. Ну, то есть, сидеть всю жизнь, как крыса, отсиживаться, молчать, поджавший хвостик. Ой, ну да, я против Путина, но я сижу в России. Это был не мой вариант. Для меня это была борьба за честь, борьба за счастье, борьба за смысл жизни. Жить в свободе. Свобода — это смысл моей жизни. Там свободы нет. Это одна большая тюрьма. Нет свободы в России, а вот в Украине есть свобода. Ну, когда тебе 18, так точно. Свободы. Хоть жуй задницей. Свобода. Вот мужик попал в свободу. Но ему уже давно не 18. А оце ось такий туалет у нас. Это отстойник Сумского ТЦК. Это фактически тюрьмы.
реальные тюрьмы, не метафорические, как рассказывает 18-летний пацан, которого там, извините, как бы обработали капитально, и он же, никто не, я вот поехал, и там все такие проукраинские. Проукраинские, потому что особо и не знают, как оно, когда тебе накакано 25 плюс. Звісно. Води ніхіра нема. А от зараз покажу, як ми живемо в цьому ТЦК під Сумському. Спимо так. У цьому жінка передала матрас. А второму не передала. Вот этому передала матрас, а второму не передала. Ну, это же свободная страна. Че, женщина обязана, что ли? Пойди заработай. Ничего, с первой зарплаты в ВСУ купишь себе матрас. Ну, хоч якось лежить, а ми тут воно закриті сидимо. Сука, відкрийте, бляді, йобані. Як у тюрмі, блядь, сидимо на. Пиздец, блядь. Откройте. Не откроют. Сиди. Причем подобное видео появилось там днем ранее. Его публиковал не кто-нибудь, а целый народный депутат, целый, ну, правда, как целый, Гончаренко. Но, тем не менее, как бы публиковал, что нечто подобное в Прилуках было. То есть вот конкретно Прилуки. Вот в таких условиях решетка, стена, какой-то дуйчик, вот такая шконка. Все как положено. Очень похожее видео. Очень похожая атмосфера. А что это такое? Да это реальные тюрьмы ТЦК. Ты не соглашаешься. Ну, то есть платить нечем тебе. У тебя нет, как там «Украинская правда» публиковала, 10, 15, там, 5, да сколько-нибудь тысяч долларов. У тебя нет этих долларов. Откуда ты их возьмешь? 5-й год в стране война. Заработать, поди заработай, если ты не какой-нибудь приближенный. То есть у тебя нет этих долларов им дать, чтобы тебя выпустили. Но идти служить как бы ты не хочешь, потому что у тебя, например, бронь или повод, или как есть какой-то повод не служить, да, отсрочка или что-то еще. Тебя никуда не выпускают, тебя закрывают и говорят, давай, пока не захочешь служить. Вот в таких условиях и сидишь. Потом ты ломаешься, говоришь, ну, бог с ним, давайте. И тебя направляют дальше, если выживешь дальше, потому что сегодня тоже резонансная была история, что вот этой скала, 425-я, по-моему, штурмовая бригада, там как раз и помер через 3 дня, как попал туда паренек. Причем как-то так волочили его, ноги, сердце стало. Прям у них там, в штурмовиках. Месяц скрывали. Но потом как-то все-таки разобрались, родственники в шоке. Тоже поймали в штурмовики, видимо, брыкался, не хотел, ну, в общем, объяснили, перестарались, все, сердечный приступ. Сердце плохое было. Ну, ВЛК пропустила, поток же такой большой, стоят все, как в советские годы, помните, во Вторую мировую, меняли себе имя и фамилию, и год рождения. Как, вот, меняли год рождения на больший. А на самом деле там 16, ты не должен был идти в Красную Армию, а должен, описали, что 18. Понимаете? Вот так же и тут. Наверное, очередь стоит у ТЦК. Сбиваются с ног врачи. Подписывать устают пальчики. Но нам тот же самый человек Бу рассказывает вообще какую-то очень интересную историю о том, а как же мы будем смотреть друг другу в глаза. Але просто бути ухилянтом і з позором потім жити, і думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду. Що ти будеш казати офіційно, це таке, у нас люди цього мало бояться. Але що ти скажеш своїм дітям, своєму сусіду, який повернеться і просто буде казати, ну ти, хто ти? Хто ти після цього? Кто ты после этого? Кто ты после этого? То есть повозвращаются военные, а ты не воевал. Кто ты после этого? Ты уклонист. Вообще уклонисты все негодяи. Все негодяи. Буданова полностью поддерживает тетушка, которую встретили. Как это? Первая встречная, и та поддерживает Буданова. Військові прийдуть з ПТСР, без рук, без ніг, без нічого. Ну, ухилянти це, як вам сказати, по-русски це негодяї. На фоне KFC, ну это сеть быстрого питания, типа Мака, что-то, да, вот такие.
там курочку подают, она стоит на фоне этих баннеров, говорит, негодяи и ухилянты. Вот так вот, негодяи, понимаете? То есть, как ты вообще будешь смотреть? Как ты вообще будешь смотреть в глаза? Более того, есть особо патриотические товарищи, которые говорят, что нет, ТЦК нужна помощь, а то их бедных то дерутся с ними, то режут, то стреляют, то еще что-то с ТЦКшниками происходит. Вот на сборищах у Корчинского есть такой Савченко, по-моему, военнослужащий из Азова. Ну, это 3-я штурмовая. Став той ключовий момент, коли ми маємо допомагати ТЦК проводити мобілізаційний процес. Значит, настал, смотрите, шел 5-й год войны. И вот этот, как это, цей день настав, Притула говорил. Этот ключевой момент настал. Мы должны помогать ТЦКшникам проводить мобилизационный процесс. Ми маємо всі ухилянські патрочі в цьому суспільстві створювати максимально незручні умови для існування. Ми маємо їм нагадувати, що це соромно станом на сьогодні не бути дотичним до цієї священної війни. То есть мы должны все, вот это стыдно. Это какой-то интересный новый нарратив. Стоят такие в таком фашистском антураже с крестом, с распятием, с этими всеми. Ух, это стыдно. Не служить, это стыдно. Надо помочь ТЦК. Он вообще говорит, давайте военные с фронта придут в ТЦК и помогут. А ТЦК получается, что не военные. Нам же рассказывают, что они военные, а оказывается нет, не военные ТЦК. ТЦК это просто работа такая. А военный, когда вернется, он должен помочь поймать себе замену. Ну так выходит. То есть доходит до ручки уже это все. До ручки. Вот еще один герой. Военный Иван Пилипчук с позывным «Залезняк» предлагает конфисковывать имущество у людей, уклонистов от воинской службы в пользу военных. Это прям нечто. Конфискация имущества у уклонистов должна быть в пользу военным. Потому что быть боягузом, ну, трусом, должно дорого стоить. Среди моих знакомых есть десятки людей, которые по липовым справкам выехали за границу и тиняются сейчас по миру. Большинство из них сразу рванули в США, но там получили депортацию и сейчас где-то бегают по Европе. Свои квартиры тут они сдают в аренду, получая каждый месяц деньги. Военным с детьми и военным, которые получили статус инвалидности после войны, передать на полное право пользования жилье, которое конфисковать у лиц, которые уклонялись. Как вам такая идея? Есть дополнение? Дополнение. Слушайте, а дополнение это вообще прекрасно. А давайте органы у уклонистов давайте изымать, складывать в банк, а потом, когда герой, вернувшийся с войны, у него там что-то печень схватит, потому что бухал много, а мы ему печень пересадим от уклониста. Он же должен, мы же страну спасали. Идей вообще масса. Масса просто. Давайте вообще забирать одежду. Давайте еду забирать у уклониста, отдавать военным. Мы доходим до полного маразма. Зачем это делается? Ровно за тем, чтобы четко, ясно сформировать вот это единство, с которого я начинал сегодня, Буданова. Единство. В чем единство, спросите? Все очень просто. Когда нам преподнесут поражение, которое нужно будет продать, они продадут его за победу, не сомневайтесь. Они абсолютно точно готовы это сделать. Ну как, они не готовы, может, прямо сейчас, там немножко позже. Ну там же Зеленский не просто так проболтался. Он второй раз уже, кстати, выдает это, что эта вся история подвязана под выборы в Конгресс. Вот под выборы в Конгресс. То есть должно произойти что-то, что поломает эту историю. Ну, например, ну как пример. Например, выход США из НАТО. Ну вот прям взял и вышел. Там говорят, как, Конгресс за год предупредить? А Трамп говорит, да мне плевать, я взял и вышел.
как шелковый приехал. Не показали ни одного слова о встрече Трампа и Рютте. А зачем? Потому что это был не перформанс. Это он с Рютте, Рютте с Рубио выходил, фотографировался. А у Трампа с Рютте был не перформанс, а была четкая взбучка, встряска. Рютте на ковер приезжал, тут ему натыкал капитально. За шиворот прям натыкал. И потом возвращается Рютте после этой встречи с Трампом. И как шелковый. Украина, НАТО. Ой, не. Сейчас это обсуждается. Я не думаю, что вопрос членства в НАТО можно решить в краткосрочной перспективе. Политически это вряд ли произойдет. Думаю, это трезвая оценка. Что касается возможностей Украины, у нас есть совместный центр в Польше, где мы собираем весь опыт, который вы получаете в ходе этой тяжелой войны. То есть опыт есть, все нормально, как бы мы вместе, все хорошо, но ну какое НАТО? Не будет НАТО. Так а за что тогда воюем? А что тогда в Конституцию написали? НАТО, все минус. Об этом Байден еще говорил ему в Вильнюсе, когда вот это вот в робе среди всех красивых стоял Зеленский тогда, помните? И заглядывал на Джамшута из нашей Раши, похожий в камеру. То есть тогда еще, и сейчас это все понятно, не будет никакого НАТО. НАТО это повод, чтобы повоевать дальше. Никогда не примут Украину в НАТО, НАТО развалится, и тогда все осыпется. Ну, Рютте уже там, кстати, отвечает, очень тоже, кстати, интересный пост в Иксе ирландского журналиста Боуса. Значит, он говорит и увязывает очень интересную конструкцию. Смотрите, поскольку клоун Рютте признает, что Украина не вступит в НАТО, а ЕС признает, что никакого ускоренного членства не будет, и коррумпированный диктатор набивает свои зарубежные банковские счета, еще 1000 украинских погибших ради этой бессмысленной аферы возвращаются в Украину. Все видят и понимают, в Ирландии тоже виднее. То есть, еще раз, они выписывают план завершения. Они говорят, мы тут в НАТО в 27 году вступим, ой, в ЕС вступим, а в НАТО нам сейчас срок скажут. И тут мы вот Россию уделаем, и так, и все, это же план победы. Почему никто не поддержит? Да потому что этого не будет. Трупы будут, а вот этого не будет. Соответственно, ой, вы не принимаете наш план, значит, мы будем противостоять, воевать дальше. Это все на это и заточено, и закручено. Вот она, ну, как бы эта центрифуга, как обращается вокруг Зеленского. И он может 1000 раз говорить, мы за мир, а давайте прекратим огонь и не возобновим его. Давайте. А что с НАТО? Ну, мы хотим в НАТО. Так если не будет НАТО, некуда будет хотеть. А что с ЕС? А вот развалится ЕС. Там вовсю говорят о том, что давайте сделаем одни страны, как бы могут голосовать, другие должны подчиняться и не голосовать. Ну, за какие-то решения там по Европарламенту и везде. И вот в этом как бы выигрывается время. Вот так. Но время сжалось. 2 варианта. Я склоняюсь ко второму. Первый. Шоу. Зеленский играет роль. Зеленский опять затягивает, выкручивается. У него серьезный триггер — это Ближний Восток и война с Ираном. Второй. Все. Это все, и нужно будет каким-то образом спасаться. Травля ухилянта — это канализация негатива от сдачи, проигрыша, упущенных возможностей, условий Стамбула 22 года, которые люди будут вспоминать и будут говорить, елки-палки. А я, например, там уехал из Авдеевки. Я из Авдеевки. А если бы подписали тогда, жил бы я дома в Авдеевке. И Бахмут, в общем, все понимают. Ну, то есть, Купянск опять-таки. Отовсюду бы ушли, оставив только Луганскую, Донецкую область. Даже Херсонская область, Мелитополь, Бердянск, Запорожская. То есть, никто абсолютно, ну, как бы не претендовал. Крым, Луганск, Донецк. Все. И будут вспоминать, а за что тогда погибли. Но им будут рассказывать, а за что тогда погибли, наоборот, как бы там
переворачивать этот вопрос, а за что погибли, чтобы мы сейчас остановились на таких невыгодных условиях. И люди не будут находить, что ответить, потому что есть всегда СБУ и вереница переселенцев опять и снова, и уже из новых городов потянется туда дальше. Это видео сняли в Киеве сегодня. Видео трогательное, под музычку, значит, полицейские, там ведь курочки в клетке, копейка вот эта недобитая, еле ходит. В центре Киева человек собрал всю свою жизнь и поехал в Киев, оказался вот в Киеве. Ну, там мужик в возрасте, ему помогли полицейские, взяли на буксир, там оттянули, ну, он поломался, обломался. И все говорят: вау, какие мы украинцы, единые, мы же можем объединиться, когда мы хотим. Вы посмотрите на это корыто, которое для человека цена всей его жизни. Они собирали деньги на это, они строили эту квартиру, они вот эти пожитки, видите, все, вот эти все, там, курицу и ту забрали, понимаете, потому что это их, и они вот это, и они оказались в центре Киева вот с этим всем своим, пребывая больше 4 лет на линии огня, там, в Донецкой области, если это там, ну, это с территории Украины, понятно, подконтрольной Украине. Кто им помогает? Кто им дал денег? Кто им поддержал их? Выплатил какие-то, не знаю, компенсации на прифронтовые территории? Эвакуировал грамотно? Кто? Никто. Как сегодня в Херсоне, точнее, Херсонской области. Это же просто парадокс. То есть мы вот 2 картинки. Вот этот мужичок с пожитками, с курицами, с коврами, с вот это все, что мог забрать, засунуть в свою копейку, на этой копейке как-то доковылял до Киева, убегая от войны. И вот это государство, которое ломает дверь в Херсонской области и требует выходить и эвакуироваться. Давай дітей і матір, вивеземо. Ти ж розумієш, що ми через тиждень приїдемо, буде рішення суду. І вже виламається двері просто. І соберуться діти. Ну як ти не розумієш? Ну може чув, ми ж приїхали, допомогти, нафіга. Уверен, що допомога нужна. Я уверен, так то на ніхто не буде нічого чіпати. Відчини двері, вийди сюди. Поспілкуємо з вами, чого ви нас киднути? Твоя допомога. Дрон, арта. Нафига, блядь, он увидит, сука, дым с хаты, и он будет кидать запалы на крышу. Что не надо? Я что не знаю, сколько я людей, сука, мертвых вывез, блядь. Сколько я вывез, блядь. Ты что, издевайся? Выйди. Я тебя прошу. На жаль, батьки на спілкування не йдуть з працівниками поліції, військової адміністрації, тому ми вимушені будемо подати документи до суду, скласти протокол про відібрання дітей. С марта месяца детей забирают насильно из зоны боевых действий, но люди забаррикадировались и не уходят. Потому что куда они пойдут со своими вот этими пожитками? Вы видите, как они живут? Вы видите, то, как они живут, это то, как о гражданине на передовой заботится государство. Вот это барбершопное, вот это государство. Никопольцы после страшной трагедии на уходящей неделе с ударом дроном по маршрутному такси, российский дрон FPV прилетел в автобус желтый, маршрутное такси, оказалось, там погибшие люди, петицию уже к Сырскому обращаются, говорит: Сырский, помоги. Сырский не ответил. Где эти купола, где эти купол, где эти специалисты? В Дубае дизель зарабатывают для Зеленского, нефть, финансовые, как это вылетело слово уже были, в общем, деньги, да, возможности финансовые. Кривой Рог ограничил поставки хлебобулочных изделий в город в связи с обстановкой. Хлебные киоски один за одним закрываются, даже рекламу поснимали. И не только хлебобулочные изделия, ряд промышленных товаров тоже, которые заказаны для бизнеса, ограничены поставки. Все, ни товаров, ничего, Никополь, это, как говорится, за лентой, имеется рекой, за ленточкой, речки, за речкой.
от неподконтрольной Украине территории. Все валят. Все валят. Но у чиновников все хорошо. Особенно у налогоплательщика Соединенных Штатов Америки, глави Укрпошти Смілянського. Таку цікаву інформацію ви сказали, що ви створили військову модель поштоматів. Угу. Чи плануєте тільки створити? Чи Ні, вже, не вони вже стоять, створили? скоро, Мгм. сподіваюся, запустимо. Ви сказали, що там є залізні кнопки Да. на випадок відсутності зв'язку. Значит, железные кнопки на почтомате, если нет у почтомата связи. Ну, там интернета, в общем. Железная кнопка. Що є можливість відкрити без застосунку через код. Да. Чи вони вже працюють і з якими проблемами стикаєтесь при реалізації цього проєкту? Ну, вартість, проблема це вартість, тому що коли ти починаєш Стоимость. Ну, это же, ну, таки стоимость проблема. Человек, получающий там неимоверную зарплату, который матюкает всех, которые ему вспоминают эту зарплату, говорит, ну, какая проблема? Стоимость, это же железная кнопка. Ну, как в камерах хранения, бог знает когда, на каждом вокзале было. Ты там набираешь сейфа, типа код, набрал и все. И там раз, и, в общем, открываешь кодом. ускладнювати модель, вона стає дорожче. Плюс, наприклад, ми ставимо модель, яка взагалі не підключається до електрики, просто на акумуляторі працює. Тому То есть не подключается к электричеству, на аккумуляторе работает. Эти люди нам бы правят. Смотрите, когда вы спросите, почему Укрпошта в заднице, там какие-то сельские, районные, какие-то отделения, потому что у нас не работает, вообще без электричества работает на аккумуляторе, но это все. Это как без электричества? Так аккумулятор что дает? Электричество? Как без электричества? сподіваюся, вже на початку квітня українці в Києві і в Одесі зможуть користуватися цими поштоматами. Почтоматы. Если не будет света, они будут работать. Представляете, как хорошо? У них аккумулятор есть. Но электричества не надо вообще. Никакого электричества. А потом все удивляются, почему Украина худшая в мире по демографии страна. Значит, население сократилось на 33%, сообщает Visual Capitalist, основываясь на данных, между прочим, МВФ, которые призывали украинцев рычать. Наряду с долгосрочными экономическими факторами война с Россией ускорила сокращение населения. Ближе всего по убыли Маршалловы острова. Вы понимаете? Маршалловы острова. Ближе всего по убыли населению к Украине. Это просто какой-то позор. В антирейтинге также ряд других стран. Болгария минус 23%. Латвия минус 22%. Литва минус 18%. В России составило сокращение 1% населения. 1%. Ну, понятно, тут в лидерах, да, это Катар, Эмираты, ну, это по тем, до этих всех событий. Чад, Кувейт, Республика Конго, Йемен, Гамбия, Танзания. А вот Украина. Украина прям самая последняя. За 25 лет. Это большое исследование. То есть это не просто там за год, еще что-то. А потом все удивляются. А чего так? Сейчас вот Страстная пятница. И вот я сколько себя помню, там в средствах массовой информации, всегда мы там просвещением занимались, что не надо ходить на кладбище. Не надо ходить на кладбище на Пасху. Для этого есть Красная Горка, то есть, ну, там Радоница, Красная Горка через неделю. Но все равно там все ходили, там говорили, это все специально, это безбожники придумали при советской власти, или там, ну, разные есть версии этого всего. Но факт,
остается фактом. Кладбище пришло. Ходили на кладбище на Пасху, вот кладбище пришло. И такие веселые, развеселые, а главное креативные маркетинговые ходы. Нарешті в АТБ з'являються реально цікаві новинки. Наконец-то! Никогда такого не было. В АТБ в Украине реальные, интересные новинки. А то там придумывают какой-то продукт, это все. Смотрите, какая классная новинка. Догадались, что это такое? Отака склянка води, точніше кисню, Oxygen, з'явилася на полицях деяких філіалів. Як Водка! Только рюмка водки. на мене дуже зручний формат, особливо на могилки. Нарешті в АТБ з'являються Очень, очень удобно. Особенно на могилке. А могилок много, а тебе удобно. Взял с собой, пошел, так сказать. И рюмочка осталась, и хорошо. Представляете как? Вот какой креатив. Креатив, вы что? Почтоматы без света могут работать. Не без света, без электричества могут работать. На аккумуляторах с электричеством. Но креатив. То были чекушки, какие-то там маленькие мерзавчики. А тут прям рюмочка, удобно, чего снял, выпил, все. Сокращается население, мрет. Мрет катастрофически. Сейчас пенсионную реформу затеяли. Говорят, что все, не будет теперь. Будет теперь никаких выплат. Придумают, например, там 4500 гривен тебе, как минимум. И там все равно, там у тебя какие-то доплаты, еще все это вот будет твое... А все остальное копи. Копи. Есть за что, копи. Но, в общем-то, несмотря... Тоже парадоксальная история. Всех хотят загонять, в общем-то, в армию. А вот сегодня выходит министр Улютин, соцполитики, говорит, слушайте, да нормально все, никто никого не будет, собственно, загонять назад. То есть выпустили молодежь по Европам. И тоже так интересно. Вот они говорят, мы там реформу сделаем, пенсионную. А вы хоть можете посчитать, хоть кого-то? Ну, пенсионеров, понятно, вы там можете посчитать по карточкам, по выплатам, еще почему-то. А вот будущих пенсионеров просчитать динамику можете? Значит, решение принято. Не будут пересматривать выезд 23-летних, 18 до 23 за границу. По оценкам европейских партнеров, после введения разрешения выезда в страны ЕС могли выехать около 400 тысяч украинских мужчин. Этой возрастной категории 400 тысяч уехали. Украинская сторона не ведет отдельной статистики. Подтвердить или опровергнуть не могу, потому что статистики нет. Для отдельных стран ЕС тенденция может создавать дополнительное напряжение, потому что, в общем-то, Мерц говорит о том, что в январе обращался к президенту Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодых мужчин. Отдельно консультации с европейскими странами о подходах для дальнейшего пребывания украинцев после окончания режима защиты обсуждается. То есть это он там как бы своим птичьим языком говорит, что обсуждается. Возврат принудительный украинцев, депорт назад. Назад. Воюем, все сюда. Надо больше солдат, иначе денег не дадут. А так, что мы скажем у нас, дронам денег не дадут. Дроны перекупят, и все, это ж товар. А у Зеленского люди это товар. Но не все люди. Вот, пожалуйста, ведущий Евровидения в Украине, работник, так сказать, свадьб, корпоративов, телевизионный ведущий Вовка Остапчук сегодня в центре внимания. Его жена опубликовала пост. Ой, какой пост. Над этим решением мы начали задумываться еще год назад. Но иммиграция – это тяжелый шаг, потому что я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее, но окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа. Стало для нас это стало внутренним таким толчком и
последней каплей. Как вы знаете, мой муж резидент Канады. А еще у него там старшие дети живут. Поэтому сейчас переезд туда кажется закономерным и логичным. Всем сердцем люблю Украину. И Киев люблю. Но нужно думать не только о себе, а еще и про Тимофея. Ну, это маленький. Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, потому что я оставляю за собой право надежду вернуться, смайлик. По крайней мере, пока будем жить на 2 страны. На 2 страны. Ну и в связи с переездом в Канаду, значит, мы продаем наши машины. Пока, говорит, пишу о своей машине. Это Range Rover, 25-й год, 90 тысяч долларов хочет, 15 тысяч пробег, и панорама, и все там хочешь, максималка, и фотографию даже прикладывает. Ну, это фотография с какого-то сторис, понятное дело, но подпись ошеломительная. Если бы не переезд, ни за что бы не продавала. Она заряжена на подарок от мужчины, ну, от мужа. Понимаете? Подарок от мужа. Продают подарок от мужа. В Канаду ж не заберешь с собой Range Rover, надо продавать. Все. А ты чё? А чё ты не... А я резидент Канады. Все, я не служу. Всё. Концерт провести, свадьбу, похороны могу. На телевидении в утреннем шоу с Миколиной погодой. Помните, я когда-то вам давненько показывал, как там карта фронта и там типа под стилизацию дождя. Вот эту тут я могу. А так нет, прилетела в дом. Все, надо уезжать в Канаду. И поедет, и выпустят, и все будет хорошо. И все будет отлично. Дети. И детей воспитают. И все у них нормально. А кто-то вывез детей, бог весть когда, и шачет там, например, в той же Польше, пытается там язык сдать, пытается там как бы, чтобы нормально относились, в коллектив какой-то, работать, на одной работе, на 2 работать, пытаться как-то. Вот это же история четко. Вот 19-летнюю украинку сегодня поймали, что она обманула 76-летнего поляка на 12 миллионов гривен, 1 миллион злотых. В Люблине это случилось, она обманывала пенсионеров, заставляя их инвестировать деньги. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Когда ей было 16, 15, а может 14, началась война, она, видимо, там и оказалась. Мамка, папка, может без папки, никто не знает, на работе, вкалывают. Она предоставит, пожалуйста, пошла по наклонной. Хорошо, хоть офис не открыла. Ну, юная слишком была для таких разводняков. То есть вы же понимаете, в чем дело? Это дети, это тоже украинские дети. Ну, у Тимофейчика все будет хорошо в Канаде. Потому что все же медийные, все друзья, все вот это вот в одной тусовочке. Такое ощущение складывается, что вот нашумевшее интервью Дудя, ну, я не знаю, никак не комментирую, потому что Губарев, ну, он тот еще фрукт. Ну, вот еще, ну, тот еще фрукт. Понимаете? Это сейчас он там такой весь, как это, рассерженный патриот или кто там, эксперт какой-то. Ну, так вот, если разобраться. Ну, прав же он, когда говорит, что это какое-то жертвоприношение, а не война. Что это никакая не война, это жертвоприношение. Это жертвоприношение, и у войны один организатор и в Киеве, и в Кремле каким-то образом управляют этим процессом, она носит полностью управляемый характер. Все полностью невозможно прогнозировать с точки зрения военной науки и аналитики. И я как фронтовик, то есть это можно смотреть только как спектакль, у которого есть режиссеры. Единственное отличие от спектакля, что здесь кровь настоящая, и народ украинский, и народ русский, ну я имею в виду все национальности, платят кровавую цену за это. И от этого люди немножко подустали. Ну, подустали. Подустали не то слово. Согласны с этим или нет? Напишите в комментариях. Прям очень интересно. Ну, то есть, не с Губаревым. Он еще тот фрукт, я еще раз говорю. А вот с посылом. Ну, то есть, получается, что да, этих мы не берем, в жертву не приносим. Эти выскакивают
С Ахметовым фотографируются, по футболам ездят. А другие нет, другие в концлагере. И в этом загоне отбирают, как скот, да, ага, сегодня ты пойдешь, сегодня ты, потом ты, вот так вот. И вот поехали на мясокомбинат, на мясокомбинат. Свободы нет. Нигде свободы нет. Дуров сегодня резко обвинил Евросоюз в попытке давления на Телеграм, в усилении цензуры в интернете. Раскритиковал заявление общественной организации, с которой сотрудничает Еврокомиссия, что его мессенджер служит центром распространения оскорбительного контента. Администрация, мол, ничего не блокирует, ничего не делает. Он заявил, что эту организацию финансирует Сорос, и обратил внимание, что заявления организации против Telegram публиковали многие европейские СМИ, назвав их глобалистскими изданиями и свободными в кавычках. Война. Война не на жизнь, а на смерть. Илон Маск примерно говорит то же самое. Можно понять, какая сторона хорошая, а какая плохая, потому кто ограничивает свободу слова. Та сторона, которая ограничивает свободу слова, именно ее и стоит считать плохой. Вспомните Гитлера, Сталина, Муссолини. У них была жесткая цензура и строгие ограничения на речь. Это один из признаков. Ограничение слова и чрезмерная роль государства, по сути, признаки фашизма. Ирония в том, что, продвигая цензуру, становится очевидно. Левая сторона выступает против свободы, а свобода слова — лишь одна из ключевых свобод в гражданском обществе, потому что идеи должны побеждать силой аргументов, а не за счет подавления других. Идеи должны побеждать силой аргументов, а не за счет подавления других. Аргументов, а не подавления. Вот Ближний Восток, да, казалось бы. А какие аргументы, какие идеи? Какая идея победила на Ближнем Востоке? Кто победил на Ближнем Востоке? Экономист раскладывает полностью, почему Трамп лузер. Потому что не смог сделать Ближний Восток безопаснее, сменить власть в Иране, ликвидировать ядерную программу до конца. Война далека от разрешения. Израиль продолжает атаковать Ливан. Ормузский пролив остается заблокированным, пишет экономист. А мировые рынки по-прежнему на грани паники. Показала война, что сила не равна победе, а мощь Израиля имеет свои пределы, оказывается неэффективной при отсутствии стратегии. Сила есть, ума не надо. Атакуют британские СМИ Трампа, атакуют. Ну и правда есть за что. Ормуз парализован. Вот, стоят, болтаются в Ормузе корабли. Ничего не происходит. По чайной ложке пропускают. И гордо сообщают о том, что вот сегодня там российские пропустили, а тут еще какой-то пропустили. Что-то нужно делать. Но Трамп провалился. Трамп до начала этой операции и после, собственно, этой операции выглядит как его мемкоин. Помните, такая монетка была? Трамп. Ну, помните, Трамп. Крипта. И это теперь монетка мем. Потому что шутят, если бы вы вложили в Трампа, в токен Трамп $10 тысяч на пике в январе 25 года, то сегодня было бы барабанная дробь $375. $375. Какие ожидания были от Трампа тогда? Все думали, что его стреляли, ухо зацепили, отвела его, собственно, от смерти, отвело провидение для того, чтобы он сделал что-то хорошее. А теперь вообще, даже самые ближайшие люди, которые его поддерживают, в шоке. Он Джеффри Сакс матюкается. Откройте пролив. Вы что, с ума сошли? Это президент Соединенных Штатов. Это просто убийство у нас на глазах со стороны безумного старика и абсолютно жестокого военного преступника Беньямина Нетаньяху. Да, и Нетаньяху, и его. Жуткое преступление. А это
показывают на CBS, по-моему, да, на CBS, скорее всего, показывают военного. Тайно показывают, тайно, который пережил в Кувейте на авиабазе Али Ас-Салем атаку иранскую. Все тряслось. Это было как в кино. Звон в ушах, повсюду пыль и дым. Этот солдат входил в группу примерно из 60 военных на базе в Кувейте, по которой был нанесен удар. По его словам, командование отправило их туда, несмотря на данные разведки, что это возможная цель для дронов. Мы переместились ближе к Грэму, в крайне опасную зону, которая считалась известной целью. Какую причину вам назвали, почему вы должны были быть там? Я не думаю, что вообще была озвучена какая-то внятная причина. В результате атаки погибли 6 американских солдат, десятки получили ранения. Можно ли было избежать этих потерь? По моему мнению, да, абсолютно. Какие там были укрепления? С точки зрения защиты от дронов, можно сказать, их не было вовсе. Никаких укреплений. Ну вот. Ну, то есть, никаких фортификаций, никто ни к чему не готовился, от дронов не смогли защититься. Ну, хотя должны же, все же говорили, они предполагали, что пролив закроют. Они предполагали и знали, что ударят по базам. Вот рассказывает солдат то, что он пережил. Демократы активизировались, серьезно активизировались. Достали из нафталина Джона Керри. Керри. Тот тоже, как и Сакс, про Нетаньяху вспоминает воспоминания свои. Вы, вероятно, сидели за столом с премьер-министром Нетаньяху чаще, чем почти кто-либо. И он, и Израиль, конечно, играют здесь большую роль. Недавно в Нью-Йорк Таймс сообщалось, что Нетаньяху фактически убеждал Трампа нанести удар по Ирану. Вы участвовали в подобных разговорах? Я знаю, он предлагал это и предыдущим администрациям. Были ли вы частью таких обсуждений? И удивлены ли вы, что ему удалось убедить Трампа? Я участвовал во многих разговорах с премьер-министром Нетаньяху, в том числе по теме ударов по Ирану. Да, он хотел, чтобы мы нанесли удар. Он приходил к президенту Обаме с таким предложением. Обама отказался, Байден отказался, Буш отказался. Единственный президент, который на это согласился, Дональд Трамп. И это действительно так. Такое ощущение, что, ну, в общем, демократы прут, давят, свои давят. Демократы давят. Примерно так давят, как сообщили сегодня, что полицейские в США задавили броневиком злоумышленника, который при попытке выселить его застрелил сотрудника полиции, да? Лос-Анджелес Таймс пишет. Как сообщается, заместитель шерифа Калифорнийского округа получил смертельное ранение, пытаясь помочь полиции выполнить ордер на выселение. Это вылилось в многочасовое противостояние со стрелявшим. Шериф округа подтвердил журналистам, что наезд был совершен преднамеренно после многократных предупреждений. Мы намеренно переехали его. Не стреляйте в копов, вы стреляете в копов, мы вас задавим, его задавили, и он того заслуживал. Вот вам свободная страна Америка. Понимаете? Хотели его выселить, тот сопротивлялся, у них у всех есть оружие, они его просто фух и задавили. И все. И так сейчас, ну, думает, что прет Трамп. Но на каждый один бульдозер, или там на каждого, кто не хочет выселяться одного, найдется свой бульдозер, или бульдозер помощнее. Харрис говорит, я вернусь. Камала. Говоря о вашей открытости в общении с американским народом, как я сказал, представляя вас, мы с вами знакомы уже более четверти века. И если есть человек, с которым у меня была такая же открытая коммуникация, как с вами, так вы собираетесь снова баллотироваться в 28-м году? Ой, а реакция какая? А реакция какая? Все смотрите, ой, ей так приятно. У нее же спросили, будешь ты в следующем, 28-м году? Ой, боже, растеклась в улыбке. Ладно. Я пыталась быть деликатной, но решила сказать прямо. Вот и все. Настолько деликатно, насколько это вообще возможно для преподобного Элла Шарптона. Мы любим тебя за многое, но не за деликатность. Слушай, возможно... Я думаю об этом. Думает она об этом, думает, возможно, да, вернется. Может, лучше бы Камала побеждала. А
может, Путин не шутил, когда говорит, что они будут ставили на Байдена? Там бы хоть так война заканчивалась. Представляете, Камала побеждает, но она точно не про войну в Украине. Там бы все сворачивалось бы и заканчивалось. Выполнялись бы все условия. Опять-таки, тоже никакого НАТО, ничего такого. Откуда у Зеленского мысли, что если демократы придут, они ему денег дадут? Не дадут. Нет. Они еще жестче перевернут эту страницу. Еще жестче. Проблема в том, что, ну, давайте честно, Трамп как бы еще оглядывается, смотрит, что там про него скажут. Ты бросил Украину, демократы будут куражиться, а мы помогали, а ты бросил. Так демократы бросили в случае победы вот этой женщины Камалы Харрис. И немаловажный отыгрыш в этом сыграли, скажем так, дела и файлы Эпштейна. О нем, об Эпштейне, даже Пелевин книжку пишет. Новая книга Пелевина посвящена именно ему, злому и ужасному Эпштейну, и будет называться «Возвращение синей бороды». История закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна. Пелевин открывает тайну зловещего острова Синей бороды и показывает, как Эпштейн становится тем самым великим и могучим Эпштейном. Примерно так сообщает издательство, которое сегодня опубликовало анонс, что уже Пелевин об Эпштейне пишет. С Эпштейном вот эта вся история. Вообще бы никто и рот бы не открыл. Ну, может, потом бы всплывали какие-то конспирологические инопланетяне, что показали. На Луну, говорите, слетали? Но это на Луну слетали, чтобы на Луне там закопать файлы Эпштейна. Сейчас весь интернет об этом шутит. В общем, разочарование полное. Полное разочарование. Вылазят даже такие персонажи, как сын Байдена. Привет, ребята. Это Хантер Байден. Мне только что позвонил Эндрю Каллахан. Он предложил мне поучаствовать в туре Channel 5 Carnival в конце месяца. Думаю, начинаем в Фениксе. Потом едем в Сан-Диего и заканчиваем в Альбукерке. Что за тур? Смотрите. Посвежевший, более или менее помолодевший, зашился, наверное, не употребляет всякие кокосовые стружки. Находили там у него разные, скажем так, пакетики. Его амнистировал Байден, отец. Его амнистировал. К нему нет никаких претензий. Но он даже выполз и говорит, в тур хочу поехать. А что за тур? Он хочет устроить бой в клетке. И я против Эрика и Дона Джуниора. Он хочет проехаться по городам, устроить тур. Я один, Хантер Байден, буду в клетке драться с двумя сыновьями Трампа. Я сказал, на 100% согласен, если получится это организовать. А если нет, все равно приеду. Похоже, у него еще много сюрпризов. Будет весело. Надеюсь увидеть вас там. Билеты уже можно купить онлайн. Увидимся в туре. Ну вот, пожалуйста, афишки, билеты, вперед, давай, налетай, торопись, покупай, живопись. Но это уже прям вершина дерзости. Я бы посмотрел, конечно, этот бой, 2 против 1, ну так, как Трамп любит. 2 против 1, США, Израиль против Ирана. Отправили Венса, так сказать, гасить этот пожар. И он, ну, уже сейчас по состоянию на эту минуту приземлились иранцы в Исламабаде. Венс еще летит. Вот что он перед полетом говорит. Мы рассчитываем на переговоры. Думаю, они будут позитивными. Посмотрим. Как заявили США, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы тоже готовы протянуть руку. Если же они попытаются нас обмануть, переговорная команда не будет восприимчивой. Мы нацелены на конструктивный диалог. Президент дал нам четкие указания. Будем действовать по ним. Надеюсь, у вас будет безопасный перелет. Позже ответим на вопросы. А сейчас на борт и в путь. Спасибо всем. Да, на борт и в путь. Он уверен в своих силах. Говорит, мы договоримся. Трамп сначала то отмякнет, то потом накатит лишний, скажем так, ну, лишнего такого, скажем так, перчику добавит. Ну, в общем, он шатает рынки, шатает переговоры, а договариваться будет Венс. Вот смотрите, как он улетает. Смотрите. Смотрите.
легкой джазовой походкой. Смотрите как. Идет, гляньте как. По трапу. На позитивчике. Это его звездный час. Он должен закончить войну на Ближнем Востоке. Он должен быть символом этой дипломатической победы. Он едет за победой. Это видно по нему, по самому. Не обманывать. Не вот это вот все. А вот именно за дипломатической победой, за нормальным соглашением. И потом они выйдут, скажут, мы вместе с Ираном договорились вот так, так и так. Никто не будет нас обманывать. Все будет хорошо. Вот так поднимается на трап Венс. А так поднимается на трап Дональд. Где-то плачет Мэри Поппинс и Верещук. Так и остался. И убрать некому. Смотрите. Оп, помощник обошел. Пошел, все. Никого нет. Ну вот только наконец-то кто-то забрал его, и можно вылетать. То есть вы понимаете, какой он? Ему... О каких мы говорим судьбах мира? Он зонд бросает, ему влом сложить. Или это уже просто клиника? Или вот какое отношение? Ну, понятно, что у них этих зонтов, ему все равно. И он прям это бросил. Понимаете? Вот так он и бросит эту затею. С Ираном и со всей историей. Как бросил с Гренландией, например. По Кубе давно ничего не слышно. В Венесуэле тоже непорядок. Там пенсионеры митингуют, их там газом пшикают, разгоняют. Пенсионеры и бюджетники. Хорошо все в Венесуэле, великолепно. Подарил весь мир всем. По поводу переговоров. Значит, пакистанский премьер говорит и очень надеется, что, в принципе, постоянное прекращение огня они договорятся и будут дальше уже решать все эти вопросы. Ну, то есть такой план. Постоянное прекращение огня, никто никуда не стреляет, а там по всем остальным пунктам они проходятся дальше. У него очень оптимистический настрой, но он как хозяин, понятное дело. Значит, что с иранской стороной? Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пишет: две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы. Это прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров. Иран торгуется, Иран ведет действительно жесткую историю. И правильно, в принципе. И правильно. Потому что, давайте честно. То есть Иран, у него сейчас у Венса звездный час, чтобы это все закончить. И тогда он сразу приобретает ошеломляющий вес. И у Ирана сейчас момент истины, им нужно договариваться. Потому что они могут воевать. Они уже всем показали. Но им нужно показать тоже, как они могут договариваться. Даже в абсолютном поражении США, даже в абсолютно праведном гневе, потому что поубивали их лидеров, даже в этом, и в этом является вот эта персидская мудрость. Они выторгуют себе серьезные уступки и условия. Но, если честно, судя по вот этому зонту, и я сегодня в клубе зрителей «Шелест» в телеграм-канале, я думаю, что будет примерно как с зонтиком, то есть как с Газой. А что сейчас в Газе происходит? Нет войны? Не, никто не воюет. А что там, Палестину? Нет. А что там, небоскребы построили? Марины какие-то? Вот это вот все? Нет. Ничего нет. Вот сегодня с Франции отправили очередную флотилию свободы. Гуманитарная миссия. Они должны прорвать блокаду. То есть там блокада морская.
И они вот там с гуманитарным грузом, с едой, водой, всякими медикаментами вот прут туда на яхтах. Грета Тунберг есть или нет, не знаю на этот раз. Может, если не будет Греты Тунберг, то и не пропустят наконец-то эту флотилию. Но к чему я, собственно, привел в пример Газу? Потому что это брошенный зонтик. И Иран точно так. Брошенная, недоделанная история. Как Гренландия. Венесуэла тоже недоделанная. Ну, просто сам факт, понятно. Они там взяли, захватили Мадуро, и дальше там с Мадуро еще непонятно, что будет. Он еще и выйдет еще и будет это еще одна очень интересная история при смене Трампа. Поэтому вот он Трамп, вот в этом он весь. Вот такой шум сегодня, друзья. Всем большое спасибо, что в эту пятницу вечером, Страстную пятницу, мы были вместе. За то, что пошумели, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Кто кого обманет? Иран обманет США. 17% проголосовали, 7% Россия Украину, 25% Украина обманет Россию, 51% все-таки думаете, что Америка обманет Иран. В принципе, на то похоже, но причем и Трамп тоже. Так, в поддержку канала Малайзия, остров Пинанг шумит с вами. Спасибо вам большое. Привет на остров Пинанг. Благодарю. Так, друзья, ну, знаете, тут, конечно, очень здорово, что мы вот общаемся. Давайте, вы, Шелест, тоже брошенный зонтик. Ждите. Ну, почему ж брошенный? А вы это кого вы имеете в виду? Украину? Меня с Украины? Да, тогда я с вами согласен. Я просто догнал, что вы имели в виду. Вы. Ну, вы, наверное, не Украина, а я Украина. Ну, окей. Так, давайте пробежимся по вопросам. Александр Бойко. Александр, что лично вы думаете, что происходит в Украине? В Украине происходит добивание Украины происходит. Добивание. И нам подсунут ложного мессию. Ну, вот так это будет. И он будет ложно нас спасать. Но как раньше уже не будет никогда. И это будет... Вот смотрите, закончится война. Да откроют пункты пропуска. Да потянутся ручейки в ту же Россию и Беларусь. Сегодня, кстати, новость феноменальная же прошла. Вот просто... Ну, просто феноменальная новость. Нет, подготовлено. Нет, ну, тем не менее. Короче, Молдова предлагает Приднестровье отдать под внешнее управление Евросоюзу. Вот этой Урсуле и Кая Каллас. Типа вот отдали им, ну, это без войны и все остальное. То есть вы понимаете, в чем вопрос? Это даже не тема, как сбагрить. Это тема, это тема несостоятельности, недоговороспособности. Это тема подношения, жертвоприношения. Это не прогиб уже. Это уже вот это вот, понимаете, последнюю курицу зарубили и несешь пану. Вот, пожалуйста. А то ж мы не в состоянии. И это, конечно, очередное дергание за усы Россию. Ну, как-то взять и отдать под внешнее управление Евросоюза. А как там это прописано, внешнее управление? Евросоюза. Не ООН, а Евросоюза. Но британцы шатают как могут, нагнетают эту историю. Поэтому будет все плохо. Так, значит, в этом отношении никто не успокоится, я имею в виду. Александр, приветствуем из Новосибирска. Когда эфир с Денисом Лилисевичем, интересно узнать его мнение о событиях ранее, о реакции Трампа. Как думаете, зачем Трамп назначил спецпосланника в Беларуси? Я так думаю, что адеквата в Европе, кроме батьки, не осталось, и Трамп пытается с ним диалог выстроить. Да, Трамп пытается с ним выстроить диалог. Обязы у батьки большие. Большие обязы. У него друзья. Ну, в принципе, Ким Чен Ын тоже друг Трампа, поэтому есть общие друзья. Да и с Путиным дух Анкориджа. Короче, большие обязы, все будет зависеть, и все будет понятно после встречи 15 мая Китая и США, Трампа и Си Цзиньпина. Я думаю, что это в том числе и
по этому поводу, не только потому, что про Россию там что-то, а и потому, что у Беларуси очень серьезные отношения с Китаем. Это вот и для этого делается. Это ходы Трампа по разным клеточкам, да. Ну, потом он просто забывает, что там у него стояла фигура, и потом ее съедают, эту фигуру. Но это вот именно под это, не только, то есть, по Елисевичу, если есть такой запрос, можем сделать, конечно, почему нет. Спасибо, что пишете. А по поводу адекватов в Европе, кроме батьки, не осталось с кем выстроить. Только Орбан есть, Фица есть, и в Германии есть, и в Британии есть. Они же с британцами там просто на ножах. Ну, я имею в виду Трампа и Стармера. Если с королем Карлом это такие платонические, такие высокие отношения, то со Стармером там же война, лютая война, хоть и созваниваются. Почему дерево жизни вредно после дерева познания? Почему элохимы не захотели добровольно принять Адама и Еву в свое могущественное сообщество? Ну, потому что когда ты что-то знаешь, ну, что-то познал, ты не можешь об этом молчать. А правда, она, конечно, ну, помогает в жизни, но делает ее неспокойной. Ну, так, метафорически я вам отвечу. Не по Элохимам и, конечно же, Адамам и Евой, тем более, что сейчас Страстная Пятница, не хочу в библейские темы влазить. Извините, пожалуйста. Ну это грех. Ну его. Потом как-нибудь поговорим про Адама и Еву, Моисея и всех остальных товарищей. Александр, Трамп печально закончит или ему просто дадут уйти на пенсию? Каковы ваши ставки? Смотрите, я пока на это не ставлю. Пока рано. Вот пока рано. Я думаю, что пока вот из всех пенсия, дадут уйти. Ну, смотрите, у него же там еще уголовные дела, их возобновят, если сменится власть. Поэтому должен прийти Венс или, ну, кто-то другой, не Камала точно. Смотрите, я думаю, что пока что из этих всех вариантов быстрее крякнет. Ну, это быстрее. Над этими вариантами дадут уйти, на пенсию, плохо закончит. Пока не буду рассуждать, он еще наворотит делов. Он еще в состоянии. Вот самое интересное, что он еще в состоянии наворотить делов. Посмотрите еще. Иран это не последняя история. Так, Саша, криминалитет выполняет функцию балансирования незаконно добытого, происходит обезжиривание появившейся разбогатевшей прослойки, строго иерархичный мир криминала не терпит залетных и либо присоединяет, либо обнуляет. В СССР добычей были цеховики, высшая номенклатура, барыги. В Украине здесь пороблено с ТЦК, где ограбление слитков, счетов, выкрадание за выкуп, как на Бали с офисников. И что военные, они же не пойдут с заявкой в ментовку, уверен, что, как все трусы, они только с беззащитными дерзкие или начальник областного ТЦК заносит и смотрящему регулярно. Но в таких договорняках всегда кто-то пытается развести другого, и происходит видовая война. Где криминалитет? Криминалитет без яиц? Смотрите, криминалитет, его очень серьезно порубили. Очень серьезно порубили. Вот когда Зеленский только пришел. Аваков еще был, помните? Вот этот момент. Ну, то есть там правильных... А все остальные как бы договорились. Помните, там были истории с чеченцами, вот этих всех. Ну, чеченцы имеются по национальности, которые там украинцы, чеченцы. Вообще, конечно, насколько я понимаю, вот вначале была какая история, сколько мне было известно, что на зоне вот криминалитет, как раз он очень сильно тоже обиделся на Путина, на войну, на россиян. А потом его просто пустили в расход. Его прикормили, пустили. И, как бы, я понимаю, что там нельзя или плохо с властями икшаться такого рода товарищам, но они икшаются, они делают свой ветер. Криминалитет никак не может повлиять на вопрос войны и мира. А по поводу похищений, слитки, вот эти все обезжиривания.
Смотрите, уже нет этих полян. Криминалитет подобрали эти же ТЦКшники. Это ж не военные, это ж бандиты. Криминалитет крышуют бизнес. И стоимость почему, допустим, да, выросла. Потому что, когда платили только бандюкам, которые, да, ну, по иерархии, а теперь к бандюкам еще и государственники, бандюки присосались. Поэтому все стало дороже в разы. Не только потому, что людей стало меньше. Людей как бы хватает плюс-минус. Можно еще всех отловить. Всех подряд имеется в виду. Поэтому это сейчас очень переплетено. Изначально, когда Зеленский приходил, он делал опору на этот криминалитет. На всяких контрабандистов, всяких там мурчащих, всяких там звенящих, всяких вот этих, команды вот эти, на авторитетов, на зону, на всех. А потом всех просто по одному отстегивал от этого зеленого паровозика. Не верю, что смотрящий отдел форума ТЦК стал начальником, в смысле службы. Александр, здравствуйте. Каким видите свое будущее в Украине? В каком случае туда вернетесь? Если вернетесь, не хотели бы устроить встречу с подписчиками? Как-никак мы все вместе переживали жуткий период в истории нашей страны. Спасибо, с уважением, Евгений. Хорошая идея, спасибо большое. Ну, когда санкции снимут. А санкции снимут, когда власть поменяется. А власть поменяется, когда, я так понимаю, все подпишут и все устаканится. Ну, я так вижу. А встреча с подписчиками — это очень здорово. Мне очень приятно общаться с вами в шуме. Всегда спасибо большое. Я думаю, что вживую тоже великолепно было бы. Так, сегодня я посмотрел Губарева Дудю, вспомнил своего деда, который родился в 13 году. Александр пишет. В Российской империи на Донбассе Макеевка. Умер в 89-м в СССР. В 41-м ушел добровольно на фронт, прослужил всю войну. Военно-воздушный, короче, Черноморский флот. Так он всю жизнь говорил, что Донбасс — это Россия. В 15 году в Москве по работе я познакомился с девушкой из Луганска, которая говорила, что никогда не считала себя украинкой. У меня отец украинец, мать русская. Я всегда себя считал и считаю русским. Вопрос. Есть ставить политику. Может быть, Россия возвращает свои исконные священные земли? Ваш полный тезка Александр из города Тирасполя. Ну, во-первых, привет вам в Тирасполь. Будем надеяться, что все будет хорошо. Санту как-то, ну, выветрится вот эта вся продажа Приднестровья в Евросоюз. Смотрите. Ну, как бы вам ответить так, чтобы... Ну вот поляки, да, они же не возвращают свои польские земли, исконно польские земли. Хотя, возможно, еще вернут, подождите, то есть это дело такое. И вполне себе они работают в идеологическом смысле над этим вопросом. Но у поляков вверху надстройка. Евросоюз, НАТО. Они и венгры бы уже забрали это Закарпатье, если бы не Евросоюз и НАТО. Они не могут решиться на этот суверенный шаг, понимаете? И я думаю, что тоже многие в Польше и в Венгрии провели бы референдум на украинских территориях, которые считают своими, и присоединили бы. И даже на украинских территориях не прочь были бы присоединиться от этого дурдома и Бартака. Однако по поводу людей я бы так не говорил. Вот есть люди, которые не считали себя украинками в Луганске или украинцами, а есть те, которые считали, их много. Но это же и те, и другие нормальные люди, нормальные украинцы. Есть люди, которые понимают себя украинцем и гордятся этим. Понимают себя, понимаете, понимают себя украинцами, как, например, там, не знаю, башкир себя понимает башкиром. Но башкир русский. Общее понятие. Поэтому, смотрите, есть очень много обиженных на эту страну. Давно еще, даже в тех годах, которые вы пишете, 15-й год, это же вообще самое страшное. Конечно, вам девушка в Москве, в Луганска скажет, я не считаю себя украинкой после того, как они бомбили и войной пошли. А до этого момента, конечно, все бы... И плевать было, ты украинец. Там 130 национальностей было в Луганской области. На Донбассе вообще всего. 130. И все нормально жили. И сербы, и все на свете.
и из Кавказа, и без Кавказа, и вообще откуда-нибудь, и болгары, хватало всех. Поэтому с точки зрения вот человеческого, когда вы привносите, это не так. А по поводу исконных земель, ну это жизнь, они меняются, эти земли. Можно было и не было задачи присоединять и возвращать себе свои земли. Как сейчас выясняется, дело тут, и вот это все, это чисто как-то, ну, для учебника истории. Вот великий могучий Путин присоединил, приросли территориями. Но на самом деле, как мы сейчас видим, угроза потеря Крыма была реальная. Ну, потери имеется в виду там, британских баз, туда захода НАТО, понимаете, реальная. На Донбассе точно так же захват вот этого всего как бы тоже был реальный. Угрозы реальные были. Как сейчас уже мы видим. Вот представьте, Украина граница 91 года, но тут везде базы Британии и все остальное. Понятное дело, что это не так. А Зеленский это не отпускает, как и ядерное оружие и все остальное. Так, клуб зрителей Шелеста. Александр, как думаете, что может заставить Зеленского пойти на мир, или он уже согласен, а просто демонстрирует потужность? Не, потужность он будет демонстрировать. Хоть согласен, хоть не согласен. Не что, а кто. Это король Карл. Ну, британская корона. Что? Британская корона. Там по свистку. Вот посмотрите, они не просто так нашли себе этого актера. Они нашли актера, чтобы он перевоплощался. И он перевоплотится после встречи с Трампом. Так, друзья, значит, так, значит, родоначальник русского рэпа Маяковский. Это да, Саша Квити, конец этой войны, раньше действия в Украине. Народа и власти. Что будет с мужчинами? Народ будут зажат после войны. Спасибо. Да, будет зажат. Очень долгие отголоски. Лет 15-20 будет точно отголосков этой войны. Но эти 15-20 лет надо одно условие прочного мира. Вокруг шум, пусть так, не кипишу, и все ништяк. Да, благодарю за шум. Спасибо и вам тоже, друзья. То, что должно произойти для того, чтобы понять, что между бульбой и салом нет проблем, абсолютно так же, как и тульскими пряниками на десерт. Что должно произойти? Голод должен произойти. Когда все такое вкусное, даже еще условно до голода приевшееся и оскомину набившее. Почему нет вопроса внутри Украины? Может, Украину уже захватил только не военным путем? Не понял по поводу вопроса внутри Украины. Так, значит... Да, друзья, много вопросов, очень много, скажем, общения. Вечер поздний, завтра, ну, уже как бы у кого-то сегодня, Великая суббота. Я всех поздравляю с грядущей Пасхой, Светлым Христовым воскресением. Праздник важный, праздник нужный. Я очень хочу, чтобы не было сорвано перемирие, которое с завтрашнего дня, субботы 16:00 до 0 часов 12 числа, ну или почти там 13 числа, имеется в виду сутки самого Великого Воскресения. Пускай это будет последняя военная Пасха. Я вот даже, если честно, вот даже не стал вот эти военные писанки, вот эти все. Все, пускай это где-нибудь там вот дарили всяким папам римским, каким-то гостям, вот там пускай это будет. Пускай будет небо, пускай будет всегда солнце, пусть всегда будем мы, как в песне пелось, травка зеленая, пускай вот это все вот изображается на яйцах, символе Великого Воскресения, с которым я вас очень поздравляю и очень желаю мира. И очень хочу, чтобы он наступил как можно быстрее. Да ладно, что там, на Пасху. Пасха же на 40 дней. Вот, чтобы эти 40 дней мир наступил.
Я думаю, что это возможно. Лихо прижали нечисть на Банковой.